All the nights you slept alone, drying your arms, and all the nights you thought about taking your life. 'Cause if it's love you want again, don't waste your time. But if you call me up, I'm fucking you on side. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you. When you're with him, you close your eyes and think of me. Just call me up again. I'll make you weak. Girl, I'll come and put myself between your legs, not between your heart. Can't you see that all the nights you slept alone, drying your eyes? 'Cause it's me, baby. And all the nights you thought about taking your life. It's me, baby. And if it's love you want again, don't waste your time. Don't you waste. But if you call me up, I'm fucking you on side. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you. Ooh, I don't wanna hurt you. Так, Дуслар Салям. Главное, я этот микрофон заранее успел включить. Так, 5 секунд. Я здесь еще музыку ставлю. Дуслар Салям. Звук нормальный, как всегда. Окраин, да, вроде. Ну, вроде нормальный. Главное, чтобы уровень звука был нормальный. Так, эзрек убавлю-ка я. Что-то бигрек кышкарату. В общем, Дуслар, всем привет. Привет всем, кто смотрит видео в записи. В общем, бүгін условно тематический стриминг, можно сказать, даже чил стрим, может, спокойный болар-инде, бәлмеймін, в общем. Вот, в общем, 13 числа заканчивается PS Plus, подписка PS Plus Deluxe, видите, и уходят многие тайтлы, видите, продлевать пока нет возможности, поэтому, как бы, зря грустный рак, нотка, грустный рак, ну, события это были, но тем не менее, вот поэтому я решил посмотреть некоторые из каких-то тайтлов, посмотреть, поиграть, то, что очень хотелось посмотреть, вот, поэтому... На предыдущем стриме я вообще был немножечко, по-моему, уставший. Немножечко, по-моему, кто лучше тебя знает, this is the, но, тем не менее, немножечко уставший был. Поэтому что-то я там захейтил Dead Space. Не сильно захейтил, но, тем не менее, в принципе, Dead Space хороший. И Dead Space просто... Я его немного поиграл, и он хороший. Просто, опять-таки, возвращаясь к тому моменту, что маленький, никому не нужный, возможно, обзор. Пока все равно никого нет, походу, на стриме, но тем не менее, пусть останется, как обзорчик, может быть. То, что
игра ведь там эксклюзивно, по-моему, для PS5. Ну, для компа вроде тоже есть, но вот, мне кажется, те люди, которые там фанатеют по Dead Space и хотели бы, вот я тоже, у меня тоже бывали какие-то моменты, вот вышла там новая версия для новой консоли какой-то игры, и вот стоит ли ее брать, вот Dead Space, я не думаю, что там ради Dead Space стоит брать там прям PS5, то есть, например, если Dead Space поставить оригинальный и ремейк, я думаю, он будет похожий. А вот Resident Evil 2 и Resident Evil 2 ремейк поставить рядом, мне кажется, они будут, отличаться будут, я думаю. Мягко говоря уж. Вот поэтому в этом плане это как бы хорошая игра. Конечно, Dead Space стоит поиграть там в ремейке, тудым-сюдым. Но, как бы, не знаю, покупать ради этого, например, PS5 или что-то такое, я думаю, того не стоит, в отличие от Resident Evil 2 того же самого. Вот, поэтому... Как-то так. Callisto Protocol. Я поиграл дальше. Оказывается, у нас там была не демо-версия, а очень даже версия. Как бы много чего было там. Полная версия, оказывается, там была по плюсу доступна. Она, в общем, оказалась полной. Я там прошел, половину прошел, и, оказывается, она довольно недолгая. И самое забавное, почему я начал проходить, потому что вот эта вот актриса, я не помню, говорил на стриме или нет, похожа на одну мою... Нет картинки красивые из игры, ну ладно. Точнее, похожа на одну мою любимую актрису, Карен Фукухарама, как ее правильно зовут, я точно не знаю. Ни хрена себе любимая актриса. Внешне матурная, милая, по сериалу «Пацаны» ведь, The Boys. И поэтому это, оказывается, действительно она. Я вообще в шоке. Это была реально она. Вот. И только из-за этого... Салихов, привет! Всем с юго-востока Татарстана. Так, мне сразу география, да, плохо разбираюсь. Это откуда? Или тоже место. Мне сразу география, да, плохо. Вот. Я не знаю, когда ты присоединился, в общем, Бугын Азряк такой немного чил рап стриминг, да. Вот, мне вначале там небольшую инфу закатал о том, что я... Тут раз, Азряк был уставший, да, честно скажу. Dead Space что-то набросился даже немного жестковато. Так, все-таки Dead Space, вот опять-таки, Хобатлава Айтамин, да, если ты, может, не услышал вначале. Все-таки, айбят, но не думаю, что ради него там, например, стоит брать, ради этой игры стоит брать консоль. Да, так, вот, не такая игра. Так, можно и в оригинал поиграть, в принципе. Но, конечно же, хорошая. Джо, привет! Тоже рад видеть Бугын. Прощаемся с подпиской PS Plus, поэтому я установил несколько игр. Хотел, конечно, интригу Азарк сохранить, но какой-нибудь, да, все прекрасно видите. Да, короче, Days Gone поставил, не знаю, никогда не играл, только слышал. Тоже какая-то громкая игра, которая тоже огромный шум вызвала, как и Callisto Protocol, но потом что-то опять что-то у меня рот пересыхает, то ли в тот раз тоже вроде не пил никаких. Я помню, был на каком-то, на одном стриме же я принял там лекарства, и вообще во рту ног пересыхало, поэтому вот. И вот Days Gone тоже как бы что-то все его ждали, тудым-сюдым, а вышло как бы, и все такие, что-то как-то так себе. Да. Вот, но потом про него я что-то очень много хорошего начал слышать от людей, чье мнение для меня не безразлично. Каримов тоже говорит, классная игра. Я такой, в смысле? Нифига себе. На том стриме настолько еще уставший был, что Салихов назвал Каримом Беграгин. Что-то настрой, видимо, был не тот. Еще, кстати, интересная инфа. Зрак, чайня был сегодня в начале, такой поболтушный стрим. Как будто специально под разгар лета, когда больше всего активных пользователей. Что именно? То, что именно, то, что плюс, или что? К чему это? Так вот, о чем я там говорю? Опять баштан шахтейн, да. Блин, забылся. Мне надо запомнить, что мысль надо запоминать, если я там что-то переключаюсь, то комментарии Биг Питминска. Все, забыл. В общем, Days Gone, я не знаю, что там говорил. В общем, Days Gone, и в итоге очень много полезных таких... Зимой по домам все дела. Плюс-то, когда купленный, да, он на год был купленный, как вахта шаккан, если ты про плюсы имеешь в виду. Вот, я не знаю, когда присоединились, в общем, Буин, да, оказывается, играет Карен Фукухарама. Вот только ради нее начал проходить до конца. Оказывается, у нас полная версия, повторюсь.
ну, ее там не так много. Я там дошел как раз до места, где она появляется. И поэтому, ну, тоже играл, ну, прикольно. Но, опять-таки, что и к Человеку-пауку, что и к Каллисто Протоколу у меня одна претензия. Жалко только вот немного потраченных не моих денег, не моих денег. Схуя я вообще считаю чужие деньги. Но, тем не менее, жалко, что такой дорогой проект, прям высокобюджетный, ведь, но внутри как бы такой прям такая игра, и музыка. Музыка? Там есть музыка? Подожди-ка, сейчас 5 секунд. Батташ, я музыку не отключил, что ли? Секен, блин, а? Сейчас. Там есть музыка? Ну что, ради него там, например, стоит брать, ради этой игры стоит брать там... Музыка, холодная. Я поставил музыку, короче, чтобы во время щейнева, типа, фоном что-то шло, блин. А сейчас как нормальному? Это, блин, если за уикенд нас еще забанят, буха, бытын, щейнев, песиге под хвост пойдет. Хотел, конечно, и 3 глаза сохранить. Так, ну-ка я перелистну. Блин, если за уикенд нас еще забанят, буха. Вообще yok был да музыка. Так, вот так Бармоланда, Йохмоланда, блядь. Сейчас вот так немного посмотрим. Вообще ёбал музыку. Так-то прикольно было. Нет, вот я специально хочу оставить, чтобы ты в какие-то моменты. Ладно, ты сказал, а то я вроде ее вырубил, там, я пробно сделал, там, потом уберу-ка нафиг, там, мало ли, если трек... Ну, типа, бывают некоторые ролики прям полностью блокируют. То есть трек надо просто вырезать. То есть весь контент с треком надо вырезать. Вот, в начале там некоторых стримов, если нет музыки из последних стримов, то значит я ее просто вырезал, потому что там иначе ролик блокируют. То есть трек надо... ну вот так вот нормально. Я не знаю, как стримеры некоторые делают так, что у них и на заставке играет, и потом они появляются, узля рейнда, как говорится, в отличие от меня, и у них музыка остается. Что-то подумал, не знаю, надо в настройках поковыряться, видимо, вот поэтому сейчас вроде оптимальный. Вот, поэтому жалко вот насчет Каллисто Протокол. А ребята, bir söz даю, вот, один раз пройти, но опять-таки дорогостоящий многобюджетный проект, мне кажется, ждал не этого. Вот это, мне кажется, обидно. То есть и продажи, и какой-то культовый статус, наверное, должен быть у таких дорогих игр, по крайней мере. Да, все красиво, ты все сдаю, прям вообще, но игра такая, типа, один раз пройти и в принципе все как бы, и очень жалко, что прям столько денег в это вбухано, видно прям их в графику и во все. И актриса ведь мыр матур ведь, поэтому вот сейчас музыка все нормально, да, там она есть фоном, видно там их в графику и во все. А вроде есть, да. Ну, не знаю, как вам, надеюсь, тоже нормально слышно, дорогие. Поэтому я ее там начал проходить. Ну, половину прошел, вот до нее дошел, там, и там, может, бригаляп дальше пройдем до конца. Потом просто в интернете... Есть, отлично. Потом просто в интернете посмотрел все какие-то сцены с ней, ну, Кунгельгай Отайн, шел актриса, поэтому приятно, поэтому... Все-таки. А так игра, в принципе, быстро проходит. И опять-таки тоже есть те же претензии, что и к Человеку-пауку. Я даже вот на этом поймал себя на мысли, что вот это немного неприятно, что вот в играх все-таки должна быть вариативность. То есть тебе дают какую-то механику, какие-то нейляр, и ты в этих механиках сам как хочешь там варишься, сам как хочешь сражаешься, сам как хочешь нитясинг, это комбинируешь с этим, это с этим. Вот что в Человеке-пауке, мне кажется, там, опять-таки, поймите правильно, что здесь ты четко, как разработчики срежиссировали, как будто они вот хотели, вот игрок вот только вот так должен эти сцены воспринять, только вот так, он не может по-другому. По-другому уже не то. Вот без Мономлай сделали, вот Шлайнаблсон, вот это вот немножечко, конечно, не. Вот посмотрите Kingdom Come, да, он, да, ведь вообще вот такой уровень ответственности игрока ведь поднимается, потому что там за все можно пиздюлей получить, да. Поэтому вот эти моменты немного в какой-то момент однообразие какие-то реально. И я там даже говорил же, вот, типа, увороты прикольные, там, тудым-сюдым, туда-сюда. А там на деле, оказывается, просто ты можешь в любую сторону нажать, он все равно увернется, как бы. Даже просто держишь кнопку уворота, он уворачивается в момент, когда атакует. Как бы. Поэтому это тоже превращается в скуку. Да. А в остальном это посредственный космический хоррор. Там кому-то может понравиться даже. Вот, как бы. А я создаю, но... Я думаю, для дорогостоящего проекта все-таки обидно рахтар. Вот это вот так. А Dead Space хороший, в принципе. Даже Dead Space, мне кажется, ремейк лучший. Но стоит ли ради него покупать PS5, я думаю, абсолютно нет. Потому что
как бы по большей части тот же самый Dead Space, да, поэтому и то вот эти ролики вот с этой актрисой я все посмотрел, и все, инда, как бы дальше, вот. На сегодня поэтому Days Gone, про который опять-таки вот даже Каримов сказал, что Days Gone типа прикольный, я такой вообще удивился на самом деле, поэтому еще вот один мой знакомый тоже сказал, что Days Gone, я такой, Days Gone, в смысле? Я говорит, его прошел, да? Говорит, ты уверен, что мы об одной игре говорим? Поэтому вот очень много каких-то положительных отзывов я услышал, да, что нам там Days Gone, ну, посмотрим иногда хотя бы, потому что она, по-моему, тоже гигантская, большая, и потом... Что еще? Ну, Сифу может там побегать, думал. И вот Ghost of Tsushima, я думал, все-таки брать, не брать, очень откладывал надолго, да, зря тоже посмотреть хочется. Но, по-моему, там порог вхождения саны, или она баттяга, по-моему. Ел будет креатор Анней, порог вхождения. Поэтому начнем из полицейского симулятора. Самого какого-то, самый неординарный. Astragon Entertainment. Вот поэтому сегодня рандомный виннаж, Айсир. И Unreal Engine, ладно, чуть-чуть просто посмотрим, я не знаю, интересное предупреждение. Манда тоже, я очень мало в этой игре смог пройти, я так и не понял, что я до машины даже не дошел, ни до чего не дошел, поэтому Бергаля посмотрим, что здесь так музыку сейчас, наверное, убавить надо, не забывать так об этом. Так, наш бравый сотрудник правоохранительных органов продолжить болсамен, да. В самом начале, как остался, я так и не смог там оттуда выбраться, уйти из-за стола, выйти, уйти. Паушварма, да. Здесь, кстати, костюм можно поменять, оказывается. На молодые, бля. Ладно, киик, что на вышку поднимись, и игра пойдет как по маслу. Можно творить вот такую тему, да, вот это вот как нормально, Микен. Вообще, игра полицейский, да, игра вообще. Вроде как симулятор полицейский. Добрый день, это ваш первый день на работе. Вы будете выписывать штрафы и тудым-сюдым. Ее вообще не смущает, что, блядь, опять меня какой-то команда Алерса ВОЗ на улице начал ездить. Некоторые дни удачнее других. И помните, не бывает одинаковых дней. Удачи, кутля. Зурахман. Бумажка. Азрак не тебя стесняет движение. И никакой реакции. Никакой именно. Никакой. Берсенде это не удивляет. Обзы тоже не удивляет. Как такое может быть? Да уже. Опа. Унитаз дал драмал. Вообще непонятные. Да, странные дела здесь творятся, блядь. Шептать надо. Последние несколько дней нам поступает много жалоб на неправильную парковку. Заметьте, нарушителей. Разумеется, блядь, вот я вот здесь и застрял, потому что я не знаю, как, я в ПДД, честно скажу, не разбираюсь, что бельмим дурсинг, да как, моя будет дырс припаркованного машина, взаимодействовать, блядь. Вызвать эвакуатор. Если я вызову эвакуатор за правильную парковку, мне будет нарушение. Поприветствовать в ответ. Салям. Подожди-ка, ты подозрительно выглядишь, блядь. Задержать, дать указание, отпустить, сообщить о нарушении. Знак посмотри. А я смотрел, мембар не разбираюсь, хаяль. Так, не парковаться. Не парковаться, ну-ка, блядь. Там что-то написано. Не парковаться с 12 дня до... 9 утра, блядь. Ну-ка, нахуй. Так, вызвать штраф за парковку. Так, особая зона парковки, нахуй. Ёб твою мать, манда. Место для такси, место для инвалидов. Автобус слишком близко к пешеходу. Стоянка запрещена, блядь. Так, батяги, нахуй. Правильно я сделал? -5. Правильно, надеюсь. Что у вас в кармане, опа, нахуй? Не двигаться, блядь. Отмаз, наш шадем. Так, что у вас, блядь? Документы, пожалуйста. Вы слишком красивые. Да, конечно, блядь. Ничего себе, не смущает, что у офицера от баши, блядь. Так, отдать. Ну ладно. Хорошего денька. Можно номерок, Дегендер? Кеть, ладно. Прикинь, меня только что какой-то от башла не остановил, Дегендер. Выписать штрафы за парковку. 25 минут меня тянет, да, блядь.
Топалып та алмай, это одна из тех игр инде какая-то очень печальная, блядь. Ну, мында вряд ли кто-то чем-то ныткен инде. Обыскать кого-то. Бу, опять запрещенная парковка. Ой, бик күңелле ойын екен бу. Так. Особая зона парковки. Санька запрещена болсын да койса инде, блядь. Че еще ждать от башеннан, блядь? Бонус 0 мне вообще. По-моему, я неправильно веду расследование, блядь. Что у вас, блядь? Что вы делаете? Пожалуйста, не стреляйте. Ничего нет, наверное. Убедительное IT. Ну, вот такой херней я занимался минут 5 и выключил эту игру, потому что я здесь ожидал, что на машине, что-то патрулирование. А вон, да, блядь, дать указания о движении. Да нет тренда в рейверда, яра юрсин, блядь. Бля, пистолет-то, я понимаю. Вы этому ебанутому не выдавайте дегентер пистолет. Ему максимум тазер и все. Как дела? У кого? У меня, блядь? Привет. Наручники, наркотики, блядь, бегство. Брал Хашхана Ибермельна, я его арестовал, потом не знал, что с ней делать. Зряк газы понюхаем, дегендер. Зряк понюхаем газы. Ничего не происходит, он ссылки тиком надо. Эй, блядь. ФРС какой-то. А что, мне нельзя какие-нибудь другие задания дать, кроме как патрулирования? Бегство, нарушение, дать указания движения, сообщить о запрос удостоверения. Ну, обыск посмотрим, да может что-то есть у человека. Так, давайте-ка я вас осмотрю быстренько. Рюкзачок ваш, блядь. Так, кусачки для ногтей. Пистолет и кутькая, блядь. Разрешение на оружие-то у вас имеется, моя дорогая моя, блядь? Сообщите о нарушении. Топтап тюрали, блядь. Задержать нахуй. Так, распитие наркотиков. А что у нее? А разрешение на оружие-то у вас есть, блядь, дорогая моя? Можно у вас удостоверение-то? Походу, у нее есть разрешение на оружие. А вы опасная красавица, Дегендер. Так, разрешение на оружие у вас нет, блядь. Так, ну задержать нельзя, дорогая моя, вы что, блядь? Хранение нет, не положено. Подходит под описание, блядь. А где ношение оружия? Наручники, нянкуткая, блядь. Ношение оружия, блядь. Ношение оружия без разрешения. В смысле terrible cop? Вы носите оружие с собой, нянкуткая, блядь. Так, убрать нарушение нет. А как ее вызвать? Алло, подкрепление, говорят, да, мадамушка, с собой принято. А вот, ну, примерно такая игра. А я тихим шагом показ ёбываю с Диганда. Привет, напарник, я недалеко от тебя, скоро прибуду. Ну, давай, тут мадамушка, оказывается, оружие с собой таскала, с ума сойти. Ну, в общем, ладно. В общем, вот такая игра про полицию, я так понимаю. Игра настройки. На каком основании? Нихуя себе, на каком основании, да? Что? Я опять превысил план. Вы потеряли все очки поведения и были уволены, блядь. За отбоша, наверное. Ну, вот меня вот так увольняли пару раз, и все на этом. Документы предъявите. Ну, блядь, оружие с собой таскал. Не знаю, может, если погружаться, она веселая, публичная, многопользовательская. Какая многопользовательская, да, начать дежурство 15. Это, по-моему, все то же самое. Опять сейчас сначала все это будет. Какие-то звуки. О, от баша наш сидит, блядь. Тирдагандерин, да, такой снимает, ёб твою мать. Опять мы здесь, имеем баттага, блядь. Да я здесь прогуляюсь пока. Да город вообще пустой, блядь. Тонг баттаган, сағат 8-де кім жүрсін, блядь. Сбить нельзя ведь. Ну, из машины, блядь. Ну, игра мало реалистичная. А зря Red Dead Redemption уступает, блядь. Живо из машины, блядь. Секреты, блядь, без них, блядь.
Ну, давай, дорогая моя. Из машины можете выйти? Эй, блядь. Сопротивление ОАТу, нахуй. ОАТа аресту. Ладно. Какой-то сумасшедший, блядь. ОАТ костюм, да, пытался меня догнать. Сыр кеткен был. Ну, и... Не знаю, может... Ну, это все, в принципе, что здесь можно делать, по крайней мере, пока. Крайне нереалистичные темы. Ну, ладно, Days Gone, Days Gone пусть будет все-таки. Зря не Ирак выебался. Sony Interactive Entertainment представляет Band Studio. Еще на том стриме мы там смотрели 3 похожие игры подряд. Абсолютно похожие. И к 3-й игре у меня просто сил уже, наверное, не осталось. Dead Space. Опять космос. Опять как бы, ну, красивая игра. Что там, Литер Кейн. Причем игра, которую ты играл практически. Dead Space. Ведь, которую я там запускал 500 раз. Ведь, поэтому... Да-да. Ничего не происходит. Ведь, да. Кстати, я установил еще DMR, который мы захуесосили жестко, как Джо сказал, уничтожили. И попытался продолжить. Все-таки дать шанс. Да, соответственно, я в любой игре пытаюсь дать шанс. Понять все-таки резиденты, авторы. Иметь там спокойной формы, да, или может все-таки нормальная игра. И что вы думаете? Попробовал продолжить. Так и загадка в интернете посмотрел и решил. Азерак продолжил. И знаете, что произошло? Дальше. В какой-то момент там патроны закончились. Подбираю патроны, значит, набираю тудым-сюдым. HDR не работает, не домень, бахар телевизор. Да. Подбираю патроны, прочее. И все. И пистолет не перезаряжается. Мне там, ладно, наверное, к другому оружию. Алляху айларга дошел, там уже куча зомбиков. Перезаряжаю, там уже в настройках смотрю, там патроны, да, мне там к другому. Потом посмотрел пистолет, да вот эта же модель. В общем, оружие не перезаряжается. Я хуй знает, сыграть цендидым да улуин официально уже на свалку отправил, блядь. Просто не перезаряжается и все. Не знаю, унярлык тугулейн, да. Диалоги, английский, испанский, португальский. Английский нам пойдет. Субтитры, язык субтитров. Геймплей нормал, new game, easy, hard survivor 2, да нихера себе, блядь, загнули. Нормал пусть будет. Поэтому Daymare официально идет нахер просто, абсолютно. Скипать не будем, Дезрак посмотрим. Но вот с этой игрой, по-моему, та же история, что и с этим, Callisto Protocol. То есть тоже вроде дорогостоящий проект, большая реклама, а игра оказалась соусовчиком, короче. Какие-то байкеры. И внезапно ролик пропуститься решил, блядь. Почему-то никто не понял, почему, но ролик пропустился. По-моему, мы немного потеряли. И тут внезапно ролик снова пропустился. Что за невидимые силы вообще? Игрок хотел посмотреть. Мы все хотели посмотреть, что там происходит. А он взял и пропустился, блядь. Слепить-то просто нахер. Кстати, я же выставил там до этого нарезку в шортс с Dead Space. Ну, предыдущий я вот еще выставил. И до этого тоже выставлял. Что-то, по-моему, там он людям не особо зашел. Ты. Звук игры прерывистый. Это у тебя так... Ну-ка, блин, сейчас. Так, а сейчас что со звуком как? Ну, тут вроде все нормально должно быть. И внезапно ролик пропуститься решил. Почему-то никто не понял, почему, но ролик пропустился. А, да, звук игры прерывистый, голос, причем нормальный. Обычно голос у меня прерывистый бывает. Ну, сейчас игру перезапустил, сейчас послушай-ка, сейчас что там. Перезапустил я OBS. Какие-то 2 модных байкера подъехали. Мы потеряли. А недалеко. Да, блядь, тухтап трали, блядь. Он сейм, блядь. Ёпта. Байкер подъехали. А все вроде сейчас нормально, да?
Ребята, все хорошо. Was it Rippers? Ладно, внезапно ролик тоже у алды да сыгрып кетті. Story Mission. Иди. Меня отпустили, нет? А, все, я сам езжу, нормально. Survivor Hunt, press X to boost. Блять, физиксан, ёптрен, блять. Иди. Буст шел нахуй. Холд же, ну. Биг уебищный буст. Это все, что есть, блядь. Нормально, блядь, перечи скорость товарами, нахуй. Иди. Хуй, не разгоняется мой аппарат, блядь. Это вся скорость, мой, был мотоцикл, блядь. Блядь, меня трамплинан моргай, блядь. Не до байкеринда, нахуй. Альхат? Ракутни кутярга обязательное дело. Неважно, на каком ты двухколесном транспорте, но кутни кутярга это обязательное дело. А, вот же буст. Он биткяникен, видимо. А вот пользуется тем же самым джойстиком, который сам по себе игры скипает. Ну, блядь, ты скайнетовский. Я какие-то стримы смотрел, которые у нас там были на том джойстике, блин. Пипец он, да, мне жизнь в кавычках облегчала, да, блядь. Какую игру не возьми, там приступ от джойстика. На Bahrain, да, тоже. Особое место в сердце занимает. Иди. Все, останавливаемся, нерсы шерги. Ролик скипнулся, потому что хоть хочется пострелять индезрак. Так, трахинг. Ладно, Сильпицын. Where the hell's he going? Куда он делся? A bunch of freaks. Maybe I was wrong. Может, я был неправ, блядь. Deal with Copeland. Знаешь, там, с гамбачера гельдик мол, нахуй. Copeland for a long time. Finally caught up with him. Блядь, ладно, хоть быстро пролазит. Кстати, вот про игру Калиста Протокол. Вот я там прошел пол игры, да? И где-то процентов 25-30, наверное, занимают, блядь, ебаные лазания просто. Вот Survivor Horror, ведь, ты ведь экономишь патроны, там, надеешься найти патроны. Топ-3 Survivor Vision. Надеешься найти патроны. И там есть место, типа, вот, ты видишь там, я понимаю, что нужно лезть куда-то в трубу, и такой думаешь, ой, блядь, нет, не буду я туда лезть, нахуй, потому что так много он, да, лазать, убишься, рад бы, лазает он, да, блядь, просто заебываешься. И думаешь, ладно, плевать там, не найду патроны, бонусы, но не буду лезть просто туда. Living, ой, блядь. Да, туголики. А что я же нажал квадрат. А, я не додержал, я зря подержать надо. Wait. Here. Down this way. Tracks are fresh. Бэтменские штучки какие-то. Вот тоже, да, какие-то игры вот так вот смотришь, бесплатно, в принципе, хорошая игра, качественно сделана, там, тудым-сюдым. А мне кажется, если ее ждали там... Мне кажется, в этой игре, наверное, было... У многих были ассоциации с этим Last of Us, наверное. Потому что очень схоже, ведь, да. Калиста Протокол, ведь, да. Оказывается, блядь, руководство, режиссер там или автор Калиста Протокол, автор Dead Space, оказывается. Там даже они не... Ну, даже не другая студия. Ну, другая студия, наверное, может. Но руководитель, типа, тот же самый. Поэтому абсолютно неудивительно, что он там схож с Dead Space. Шулук киши шлягай, да, почти. А можно мне пистоль обзаявлять? Son of a bitch can't aim worth a damn. Фонарик я как-то включил. Да, тоже напоминает Last of Us. He must be heading down there. Просто другой не... И тоже Урман, ведь, да, вот эта вот тема вся. Ой, блядь, Living Missionary. И напоминает немного наш великий Хантер Симулятор. Батага, блядь. Вишневая кровь. Обыщи его, блядь. Bleeding out. That's a hell of a way to go. Ладно, сцеглепицын ролика, блядь. Do the right thing, bro. Finders Keepers. Don't want to leave anyone to Unlock your first collectible. even a piece of shit. Раби Гейвет. Хочется механику стрельбы посмотреть быстрее, таки. Походу, просто таки,
по ощущениям инде игра про зомби-апокалипсис инде, которых на свете до этого никто не видел инде. До нее, This camp, see if I can't find something to fix up this scratch. до этого не видел. Разработчики Capcom делает R&D в апокалипсис. Жду очень сильно, чем GTA даже. А уже подтверждено, да, точно? Я, короче, вообще видел, что в новом Резиденте будут главные герои Леон и Джилл. Мэйтам и Нянг Баттаги. Если это будет правда, то... Так. Если это правда, то это прям на инде. Для меня прям самое это... Ой, тоже крафтинг инде. Так, как бандаж-то использовать? R2, ну, боссам. Ну, держу L2 на. Так, я залечился. Если они будут, то это прям для меня бигерагинда прям вообще. Два самых любимых героя мои во вселенной Resident Evil. И прям... Ну, мне кажется, у многих тоже, потому что самые такие вот персонажи инда. По моим ощущениям, все-таки. Первая часть это Джилл, вторая часть Леон. Well, not if it's pissing down rain. Nah, man. Мне кажется, если... Правда, я не знаю, какой она будет. От третьего лица или же от первого в манере вот этих новых последних частей Резидента, или же вообще... Ну, или же уже формат ремейков они возьмут. Кстати, еще интересная мысль, я не знаю, говорил об этом или нет на стриме, где-то вычитал, то что почему стопроцентно не будет ремейка Resident Evil 5? Или мы об этом говорили, уже на стриме, я, может, забыл даже. По-моему, говорили даже. Типа, почему его не будет? Потому что в пятой части ведь он убивает там известно кого, Дагандай, толпами, а по сегодняшним каким-то политкорректным вещам, мне кажется, это просто не одобрят инде. Вот так шейняу, мында просто не инде. Бу инда биграк на максимуме, по-моему. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery and look around. Yeah. Okay. Видимо, эта игра для тех, кто не полюбил Last of Us 2. Типа, вот вам, пожалуйста, мужик, суровый мужик, прям его байкером сделали, типа, меня, вы хотели игру про зомби, безо всяких ЛГБТ, меня, ССГ, пожалуйста, не, суровый мужик, турында уен. Зомби, суровый мужик, апокалипсис, урман, пожалуйста. Hold on, something's blocking the road. Что это блокирует дорогу, блядь? Saw a setup like this. DLC 8 части не продается? Rippers block the road with an old По-моему, продается. Ну, я не знаю, оно куплено, Мика. Может, оно даже куплено, если... А, Gold Edition, по-моему, мы не купили. Каримов хотел купить, но, по-моему, не купил Gold Edition. Блядь. Без манда оташмас поздарень да буин, да, нахуй. push. Уянып кетмәсен инде анау женщина. Батясь, вы кто такие, нахуй? Реально Last of Us, да, отдает прям очень сильно. Народ, вот эти вот, одежка даже схожая с Last of Us. R2, милый тег. Бать, так, нихера себе. Так, Элла, блядь, таргетинг, холд. Так. Малайдер, я не знаю, блядь. Так, Survivor R1 to roll. Угу. Оф. Самостоятельно дали драться инда меня. Просто R2 боссам да боссам инда, блядь, нам да. Бикни юг, по-моему. Все, был дома? Обыскать их, может быть? We're almost there. Может, у них пистоль есть? Абзай, давай обыщем их, блядь. Bu томатный сокқа егылған бит на. Мен барып су юынып келейін ана. Дегендер, блядь. Тизгине, блядь. Ливи, нельзя инде. Зря, как говорится, освежиться, блядь. А у меня ж пистоль бар екен, блядь. Я его достать не могу просто. Я сенің білем барабыз инде. Кеттік инде, блядь. Бітмәс инде мында.
Или Ghost of Tsushima там какой уровень погружения будет, троллил. Манда. Аккуратненько, аккуратненько. Да. Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there. Ну, жестко отдает, конечно, Last of Us. Shit, how you wanna do this? И ролик, конечно же, решил пропустить Синди. Наконец-то, блин, дробаш даже перед дорогой. Backed up pretty good. Yeah, a lot of good. Да, аккуратно скипаем, ну... The goddamn pioneers. Yeah. Shit, look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, the lot of them. What are they thinking? Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn... Сегодня даже вот если так подумать, мне кажется, многие игры, ну фиг его знает, может, это уже такой слишком стартер для того, чтобы во все играть прямо, ну, по тематике. Вот если тематика, мне кажется, людям заходит, то все, в это можно. Мне кажется, с удовольствием. Вот человек, который вот любит зомби-тематику, вот такой survivor, даже не survivor хоррор, не survivor хоррор, но вот в такой тематике, мне кажется, кто любит игры, то для них прям вообще, наверное, тема. Игра, блин, мне везде не да, блядь. Шо? Эй. Еще, кстати, в DMR там такая беспонтовая вещь есть. Он очень быстро устает. Там, я же говорил, что там патронов нет. Один удар делает. Рэй, блядь, пиздец. Я про себя думаю, он же, оперативник ведь, да. Они же, у них же есть подготовка какая-то. Атак, ты уголь нахуй. Раз. Два. И ролик пропустился 3. Going up there again. What are you talking Так. Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. about? Act like what? It's not your... Что-то я даже, получается, за последние стримы столько... Блядь, а где фонарик мой? Батага, блядь. Столько как бы хороших игр смотришь, что все, в принципе, хорошие. Вот во все можно играть. Вот что Калиста Протокол. Блядь. Что Калиста Протокол, что Dead Space. Все как бы хорошие. Вот выбирай только то, что тебе нравится. Какая-то прокачка даже есть. Мансейн на бегряк, как рахол, блядь. Дробовик на заряжайте имя. Каким-то образом вправо отлетел. Что, сигнализация на Сашиме? Дробаш нормально. Теге звезд с неба не хватает, дегендай, но теге не идет уголь. Пока еще непонятно, но нормально. Теге отвращение не вызывает. Getting your bike through there. Try that service tunnel. See if you can clear us a path from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. По ощущениям теге такой пока нормальный. Самый разочаровавший меня дробовик, мне кажется, это в Max Payne 2 для меня был. Хоть он, по сути, такой правильный, такой реалистичный, но такая сноска. Вот это вот тоже все как в Last of Us прям. Башландар не нашел. Обнимашки, блядь. Каждый шунды уэнда обнимашка была валайнда, блядь. Что в этом меня бесило? В Калиста Протокол. Тотувалалардан. Ну, блядь, отбрасываешь ведь, да. Ну, ояк, блядь, тиверге можно ведь, да, нахуй. Еще тем более, ты зомби нападают, ведь. Аленди монстрлар нападают. Ну, азрак защищаешься ведь, да, сен нахуй. Мина, брат, что шла тошланцаны, блядь, изо всех сил ведь, да, доработаешь. Нихуя себе машина, а как он... Нейтралка тұрған мына нахуй. Hold to heal. А чё, у меня же здоровье полное. I didn't plan on this, goddammit. Раз. Ну, пока так неплохо. Какой-то зомби-шутер. Типа сигнализация вызывает Неймена и зомбиков. Поэтому но пока ничего не переплюнет Resident Evil Nine, Arya Engine. Как у них аккумуляторы не сели. Они садятся, да, менты, не разбираюсь. Кузеня вот чамян баттага. Даже вот, кстати, в Калиста Протокол я заметил такой один момент.
так сказать, неприятно. Батташ, хулсыз крестик индеманда, ой. Неприятный да тугелинды. Вот вроде бы Каллисто Протокол, ну очень красивая игра, такая пот там, да, так, прям все есть ведь, но внутри лежит как бы вот это вот нейнда, как бы сказать, простая да тугелинда, вот это вот ощущение от игры, вот эта вот механика такая. То есть, если графику снизить, да, будет просто игра 2000 там, каких-то там 12-х годов на PS3. И это немного печально. В отличие от какого-нибудь, я не знаю, Max Payne 3, где вот физика работает совсем по-другому. Реалистичный. Да вот это вот, конечно, немного печально. Хотел посмотреть фильм «Я легенда». А я его, кстати, так и не смотрел. Мне его, когда я учился, одногруппник, я рассказывал, да, как он мне его заспойлерил. Бигряк за спойлеры, бабойская история. Да. Ну, расскажу, да, может, никто не слышал, может, он Тулгандер. В общем, я его не смотрел, и что-то мы общались с ним на паре, да, и он такой говорит: а ты тоже, говорит, думал, да, что он в конце умрет? Я такой: баташ, я не знал, что он в конце умрет, типа. Он такой, ну, решил исправиться, и такой: не, это собака умрет. И потом я об этом рассказал другому знакомому, и он говорит: блядь, и собаку сдал, говорит. Вот, в итоге после этого этот фильм так и не посмотрел, я его хотел посмотреть. В общем, всех сдал, хотел там ситуацию исправить, но в итоге всех сдал. Артур, привет! «734 дня гон». Ладно, с птицами, блядь. Вот. Но я слышал, что там есть... Ой, блядь, не туда. Ой, блядь. Слышал то, что там есть альтернативная концовка. Да, там все равно 2 концовки. Но на тот момент, по-моему, фильм только вышел. И все, я уже не стал смотреть. Это ульгешмей там, барса да ульгенмей там, с птицами. Идем, да. Только из-за этого, по сути, я не стал смотреть. Там уж какой смысл. Что? Оф. Знаешь, сошли. Йондрым, знаешь, сошли, блядь. Продолжение, по-моему, да, что-то тоже слухи ходят, что-то такие, что-то не видно, знаешь, как. Survivor Will, Тош, блядь, знаешь, Тош, блядь, ему. Бандаж, нож. А, вот. Что, удалось мне? Here they come. Қоян камсың ол, блядь. Kingdom Come күтке. Ба, так, нахуй. Такой Left 4 Dead сюжетный, да. Я даже вот про себя думал вот насчет нового Dead Space, то что Dead Space, по сути, вот я повторюсь, это хорошая игра. Что бы я там ни говорил, это хорошая, в принципе, игра. Так. Но даже в новой части, в ремейке, по-моему, в старой, если ты погибаешь, игра загружается с того момента, где ты сохранился. Или с начала главы инды. Вот, что создает некоторые ощущения страха погибнуть инды в игре, условно. Вот. А в новой части там даже это, по-моему, сократили, и игра загружается там не с точки сохранения. Поэтому это тоже немножечко, опять-таки, градус страха снижает. Это ж балалар, что ли, нахуй? Это дети, да? Это дети, нихуя себе, дети-зомбики, блядь. Реально балалар ведь, нахуй. Пиздец, я такого в играх не видел еще. Я даже, кстати, не знаю, за что игру ты так не Тейлор любит. Может, ты просто за беготню. Значит, ну, алтын момент. Даже қол не поднимается на такое. Ну, алтын, да ладно. Баташ, у меня патронов нет, ёпта мать, блядь. Заебись. Пистолетного кобурада куда шляпу трамол. А, вот же. А ты в эту игру не играл вообще? Нет? Вот первый раз запустил сегодня. По плюсу она там бесплатная, и вот первый раз играю. Кутине?
Блять, хедшот, что-то... Айда, биг әйбәт бастың, нахуй. У них ничего нет тренда, блядь. Волохаем, блядь. Тихо. А как драться кинул? А, вот же. Ни один персонаж в этих играх, ни в Callisto Protocol, ни в Days Gone, ни в Dead Space, ну, в Dead Space, ладно, но топать умеет. Ни один из них, ояқ, блин, тебя білмеймін бірсіне де. Вот не могу понять, неужели бірсіде тебя білмейсің, ол ояқ, блин. Yok барса да береше, құшақлаша, потом только отталкивает. Блин. Так, Survivor Hint, блядь, білсем меймін, нахуй. Meal Weapon. Барса да құшақлашып, нейтіп берешіп алайын. Так, что мне делать екенмін, да? Так, Story. Так, ладно, рахмет. Вот тоже вот сегодняшние все, опять-таки, большинство игр. Игру начинаешь, в нее надо прям с головой уходить. А учитывая, что игр так много, если ты их еще и тем более пропускаешь, у Инга просто зайти поиграть практически не получается. И поэтому, мне кажется, такие игры, как Ghost Runner, OTXO, они просто пользуются особой популярностью, потому что ты заходишь, и тебе не хочется ебаться вот со всем вот этим изучением, блядь. Миллион информации, блядь. Изучать надо. Что? Ну, Callisto, ладно еще. Ну, тоже порог вхождения есть. Но Red Dead Redemption 2 я вот не беру, и поэтому. Даже Elden Ring, который вот Артур просит, его если начать, в него надо играть же. В нем, ведь даже Dark Souls, оттан башқа отловить, а Elden Ring еще больше, блядь. Он, да, вообще страшно представить вообще. Я иногда смотрю, там аж местности на лошадях преодолевают. Это какой гигантский там игра должна быть? Тяжколар? Не понял, о чем ты опять мне. Белазы под окном, да. Вот, поэтому иногда порой просто вот тоже хочется, вот как ты даже сказал, вот за Человеком-пауком говорил, то, что просто отдохнуть хочется. Вот это вот, такой игрой является, вот я поэтому, наверное, и прошел, это вот Ghost Runner, кстати, с удовольствием, особенно первая часть. И еще вот это же все надо в голове держать, битали. Бүтін нейбірлерін башта тұттырға. Нәрсе енді. Что это появилось? Блять, вот. Көріп тұрасыз ма, сколько всего, блядь. He is my brother. Ладно, ярар. Мен әлі по команде даже понять не могу, что происходит, блядь. Бутылка на алых, блядь. Столько всего. И поэтому вот даже вот Shadow Warrior 3, наверное, в этом плане поэтому и выигрывает. То, что... Дубьё, бля, не ебал их, на. Ну и у разработчиков, мне кажется, такая конкуренция вообще гигантская просто вот в этих играх. Яраваз. Многие игры, кстати, вот тоже, в них видна вот эта вот старая модель взаимодействия, как бы hit detection, всего этого, просто замаскированная под красивую графику. Это, конечно, немножечко отталкивает меня сразу, честно скажу. Вот Callisto Protocol то же самое. Он просто очень красивый, очень много крови там, брызгов всего, но внутри там лежит вот, если играть вот эти вот какие-то старые игры, шел примерно Unreal Engine, но просто такой облагороженный ДНД. Красная точка мигает, и что? Хедшот был давно, блядь. Патроны-то я где-нибудь подобрать могу, блядь. Мне просто интересно было еще, про что эта игра вообще. У меня было смутное предположение о том, что огромный мир, и ты просто бродишь, знаешь, ерисинг, нахуй, ерисинг. Надеюсь, это не так.
Даже вот этот вот Деймер, тоже он, да, Шухатлем, Этек, блядь. Но в него, конечно, крайне невозможно играть. На старой механике вообще. Хаяк вообще, все там, ужас какой-то. Бушес. Можно спрятаться. Как дела, братишка, блядь? Да так себе, блядь. Прямо сейчас закат. Эйдер. Из моего окна не видно. Я посмотрел, там ничего не видно. Байкер Ларки у меня за окном. Блин. Если по сравнению сейчас игр было намного меньше, играл бір ойынны, хоть и сосаган болса да, потому что больше игр не было. Эти игры являются любимыми. Да, согласен. Сегодня и конкуренция, поэтому вот у меня же даже и противопоставление этому было, когда игры перестали в один момент делать. Я же говорил, то, что может обратят внимание. Типа вот Days Gone тоже. Я не говорю, что это там плохая игра или еще что. Просто, опять-таки, не знаю, если бы я был, наверное, может, учился в школе. Хотя с сегодняшними мозгами я бы, наверное, и в школе, я не уверен, чтобы тратил время на... Так много времени на игры. Причем игры же сегодня еще и дольше проходятся. Там тудым-сюдым. Не знаю, если бы мне, наверное, было лет, наверное, очень мало. Лет 7-8, наверное. Наверное, тогда да. Тогда... Хотя, учитывая то, что я иногда слышу, насколько заваливают сегодняшних... Блядь, тош, нахуй! Насколько заваливают сегодняшних детей в школе, иногда просто лень проходить из-за всего. Да, вот то же самое, абсолютно. Потому что столько сегодня игр, они гигантские. Вот это вот Days Gone, мне просто лень вот это все, просто лень в него играть. Мне кажется, тому человеку, повторюсь, кому тематика на душу ложится, вот это вот там зомбики, вот, мне кажется, они будут проходить. Вот Far Cry тоже. Улянчи, бери, куткей, блядь. Ведь Far Cry попахивает здесь уже, блядь. Мне такая тематика зомби-апокалипсис, вообще никак не привлекает. Типа Last of Us я играю только из-за сюжета. И то вот, честно признаюсь, там никого не хочу обидеть, опять-таки. Но вот Last of Us 2 уже, я бы не проходил бы до конца. Просто до конца пройти его надо, раз уж почти дошли, а так... Ой, патроном биткенген, блядь. Бала, зомби, еще берейн, даже вот такие, причем хорошие проекты. Причем хорошие, типа God of War. И то даже их как бы лень проходить. Еще за счет интернета, наверное, тоже. То, что ты можешь все посмотреть. И опять-таки я немножечко придерживаюсь того мнения, что вот какие-то игры, они прям, слишком кинематографичные. Вот. Слишком. Они должны развлекать все-таки. То есть удовольствие должен тебе доставлять геймплей. А если этого нет, то играть ты в это неохота. Вот то же самое вот это Калиста ведь. То есть там видно, вот опять-таки, я даже какие-то из-за того, что когда увидел, что там Карен Фукухара, я прямо смотрел ролики, там интервью, тудым-сюдым. И вот этот вот момент, вот такой, немножечко кринжовый. Там сидят вот эти разработчики, режиссеры, и они говорят такие, вот в нашей игре вот так. А то мы без геймерлар тупые, мы сами не сможем понять, что для нас интересно, что не. И вот такие заманухи немного отталкивают, конечно. То, что вот эти такие, еще вот эти актеры, бывают, наверное, которые особо до этого в играх, может, не работали. Ты впервые, это настолько круто, настолько круто. Да, думаешь, блядь. А и Dead Space на уянг шиёк быть нахуй до нее, да, блядь. Dead Space 1 не существовал, Dead Space 2 тоже, блядь. Что это такое? Dead Space 3? О чем вы, блядь, дыганчики? Поэтому немножечко, конечно, это отталкивает. Еще... Вот поэтому, на мой взгляд, какие-то гениальные разработчики, они вообще особо не говорят про игру даже. Им настолько похуй, что и катсцены можно пропускать. Бывает, вот я же говорил, то, что у меня есть такая странная теория, что вот у Кодзимы ты все ролики можешь пропускать, пожалуйста. Но ты потом будешь их пересматривать в интернете или же переигрывать ради того, чтобы посмотреть эти катсцены ДНД. И это намного важнее, по сути. Вот ролики, когда вот не пропускают, тебя заставляют погружаться, блядь.
сюжет, который, ну, посредственный. Понятно, трошебе азгансыздар, гафу итегез, но вот что-то ничего не вызывает. И с другой стороны, из-за этого обидно, что вот в Калиста, например, вложились, и потом вот будут думать, ай, нахуй, блядь, мы столько сделали, а игра не зашла. Ну, потому что, ну, как бы... Киряги ему вообще. Dead Space ремейк сам, как бы... Не уверен, что многим-то был нужен. Не знаю, никого опять не хочу обидеть. Видно же, он Resident Evil 2 как зашел, блядь. Хаман заходит, люди Хаман берут, блядь. Какой там ажиотаж создал. Что ж так происходит-то? Опять-таки, Resident это японцы, а Dead Space американцы, блядь. Бля, вот сейчас сколько здесь брожу, лерсер жиып алдым, мен даже, блядь, понятия не имею, что я здесь собирал, блядь. Нерсе кейл, нахуй. At last, блядь. Мне внутри здесь что-то надо сделать, по-моему. Типа, вот тоже игра качественная, там, тудым-сюдым, блядь. Так, лучше короткие, интригующие катсцены, чем бяттякщение, да, да. Или вот, опять-таки, вот как Артур тоже предпочитает, и за что топит, вот как в этом Dark Souls. Тебе вообще ничего не объясняют. Тебе просто бросают, и ты сам как-то там разбираешься, что-то находишь там по сюжету или еще что-то. По ходу все узнаешь там. Мне много киряк мне бізге, блядь. Boozer, you there? I found the И part. вот тоже ведь Bloodborne тоже тот же самый. Берут тебя, бросают в самом начале, и все. И ты сам там как-то разбираешься. Ведь. Мне кажется, я даже вот сегодня, когда немного играл в Dead Space, я даже подумал о том, что там появляются какие-то пугачи местами, ты говоришь, резко. Но ты нихуя не пугаешься, потому что, ну, тебе умереть-то не страшно, потому что чекпоинт вот здесь вот, блядь, за углом, нахуй. Минут назад дегенде практически. И вот я даже вспоминал, почему первые резиденты почему так пугали. Тебя в самом начале бросают в жесть какую-то, тебя убивают снова, прям в самом начале. И ты не понимаешь, как это, типа, как выживать вообще. Потом как ты начинаешь выживать постепенно и понимаешь, что за жизнь свою, ну, стоит переживать. Опять-таки, вот мимит намеренно игру ведь не засираю вот вообще. Ай-яй-яй. И вот то, что ты Нерся Кейн, да. Я опять показывают что-то, что я должен знать. Блять, ой, блять, бинокль на фарых, блять. Уф, инянның бәттәге икәнмен да, блять. Блять, бинокольдан қарасы қалған. Игра такая, стоит с лицом такой, блять, я тебе вот это объяснял, что чтобы ты нахуй из бинокля смотрел. А это заряжает имя, блядь. Уф, сейчас. Раз. Где твои дружки, блядь? Тоқтағыз нахуй. Ладно, повторно енді бинокольдан қора болмады. Ну и вот то, что в Резиденте, и ты постепенно начинаешь... тебя убивают вначале, и ты начинаешь переживать за свою жизнь. Такая загрузка только с сохранения. И вот потом тебя какие-то новые... Вот ты продвигаешься дальше, да, с горем пополам, куркап, с дрожащей жопой дегендей. И потом тебя каждый новый пугач уже пугает, потому что тебя, блядь, ты даже не знаешь, что тебя ждет. А в Dead Space каком-нибудь, условно... Да, Мандарах, что хуй ты их подозвал, блядь? Пиштеев раз, Пиштеев два. Хедшот, блядь. Нихуя башина, дробовик-то оттылар аузысы кем, блядь. И вот тогда уже пугачи и скримеры как-то пугают, потому что вообще боишься всего чего угодно. Думаешь, сейчас появится что-то и убьет тебя, блядь. Вот. Ну и разработчиков тоже можно понять, потому что сегодняшнее больше молодое поколение, оно бросит просто такую игру. И только всякие вот Синдзи Миками могут взять на себя ответственность и сделать там какой-нибудь Evil Within. А все остальные, они скорее пойдут за трендами и будут стараться там... Survivor Horror им будет страшно, мне кажется, делать. Настоящий инди. Вот как последними, на мой взгляд, самый последний настоящий Survivor Horror это все-таки был этот
вот Evil Within. После него еще не было игры, которую по-настоящему можно назвать Survivor Horror. Все остальное это уж так, пародия. Айнур, привет! Как настроение? Бүгін әзірәк чиловый стрим по болтушке. Игровая аналитика в итоге появилась. 1 час и так получилось, что здесь в основном игровой подкаст как был, да. О проблемах современного гейминга, да. Те, кому какое дело, да, это мое мнение, но тем не менее, да, вот, мне кажется, такой момент присутствует. Да. И вот опять-таки даже Dead Space, повторюсь, там добавили контрольные точки, да, и стало еще менее страшнее, да. Если до этого хоть как-то там было страшно в оригинальном, то в новом опять да, еще меньше всего этого стало. Но вот тот мой товарищ, который рекомендовал эту игру, ему нравится тема зомби. Да, вот. Каримову, чем игра понравилась, не знаю. Он просто сказал, типа, хорошая игра, и я поэтому удивился вообще. Вот поэтому того товарища я могу понять. Ему, наверное, просто понравилась игра от игры. Но он и не так много играет, конечно. О, Days Gone, игра неплохая. Вот ты тоже считаешь, что неплохая. Я вот ее не играл, просто решил по плюсу посмотреть. Да. Вот. И этот... А вот что ты думаешь, вот, чем игра хороша? Потому что, когда она выходила, она создала очень большой шум. Типа, вот, крутая игра, все ждут. Потом вроде вышла, и все такие, ну, так, нормально, что-то. Особо никого не удивило. А потом я от некоторых своих знакомых, повторюсь, вот, для тех, кто уже давно на стриме, начал слышать об игре хорошие отзывы. Да. Поэтому решил тоже, пока плюс есть, тоже решил попробовать. Да. Поэтому шел. Пока выглядит как Last of Us для мужика. Зомби сюжет есть. Ну вот, я вот об этом тоже говорил, то, что, видимо, тем, кому... Наса все, концы отдал, может. Тем, кому нравится зомби-тематика, мне кажется, заходит тренды. Многие мои, некоторые мои близкие знакомые ошибочно считают, что мне нравится зомби-тема, потому что я люблю Resident Evil. А все-таки в Резидентах там зомби не было основной этой. Много патронов, а не как в Last of Us. Я видел там моменты, в которых там пулемет Танма, Томпсон он там отстреливает тонны зомби. Вот, но я просто от того, что услышал от некоторых вот людей, чье мнение не безразлично, что игра хорошая, поэтому решил попробовать, и все-таки обратил внимание. А так я вообще не запустил бы эту игру. Типа, вот это же есть такой термин, проходняк. Никого не хочу обидеть, опять-таки, но мне вот показалось, что такая игра. От того, что я не обращаю на нее внимания, ничего не упущу. Тут еще понятно все, куда идти и т.д. Но, как всегда, для меня вот сразу как бы скидку делай. Меня, как всегда, буду жестко тормозить. Уже тормозить Валдеманда башта. Стамина диплетет, блин. Так, 500 метров. Ой, хуя варгайки, блядь. А где, бля, байк, ёб момент, да, нахуй? Где мой потрясающий мотоцикл, нахуй? Да, меня ведь, сейчас пока... Возьму мотоцикл, пирожок на хан, пока не доберусь. Айда, вал, уторнян кутке, блядь, как в него сесть, блядь? Мотоцикл, айда, отвези меня, блядь. Мотоцикл вот пытаюсь, что-то утормило. Айда. Так, craft bolts. You can craft crossbow. А как в него сесть? Крестик нарисован. За разрешение спросить надо у него, что ли, блядь? Сломан. А в смысле? Ты же говорил, что темы Японии сейчас очень много в играх. Также и насчет тематики зомби. Надоедает одна и та же тематика. Хоть игра классная, и люди сразу скипают мимо. Онцебар, да, онцебар. Но зомби в детстве меня что-то пугали. Вот в глубоком детстве, когда вот всякие фильмы были, там «Возвращение живых мертвецов», я этот фильм помню. Я, по-моему, рассказывал, да, эту историю. Бабайская, опять-таки. В детстве там что-то с родителями сидим. По НТВ начали этот фильм показывать.
И такой, о, фильм про зомби, типа, оставим. Я такой, и отец, помню, сказал, что ли, или мать моя, не помню. Такая, она говорит, типа, ну ты, говорит, ночью уснуть ты сможешь? Я такой, да. Потом в итоге ты не юкламанами уже... Хотя сегодня этот фильм, конечно, смешно смотрится. Там «Возвращение живых мертвецов 3», мол, или первая часть. Мы там, может, вы смотрели, да, там, короче, сжигают какого-то зомбика. Короче, в каких-то контейнерах там хранились нейнды, зомби, просто трупы инды. И вот там что-то разбили мы одну канистру мы стеклянную, и там какой-то газ вышел, короче. И в итоге нейнды. Хер его знает. И вот эти вот два чувака, которые там были, которые разбили этот нейны, окошко в этот контейнер, они, короче, подверглись воздействию этого газа и начали потихоньку превращаться в зомби. Потом они сожгли, по-моему, этот труп, который там ожил. И вообще этот газ там разошелся по всему этому району. Дождем упал на землю. Потом мертвецы начали воскрешать. Но, не знаю, потом ночью я не спал после этого фильма. И вот это были те годы, когда еще ужастики про зомби меня пугали. Сегодня, конечно же, смешно смотрится фильм. Ну, зомби выходит, утром их практически нет. Ну, зрак юрдилер инде мында, но что-то никак нет. Так, мотоцикл не работает. А как его починить? Может, его можно починить за счет вещей моих каких-то? Бандажом вряд ли, тошем вряд ли. Вроде поспать можно и скинуть ночь. Ну, коронга да юрпары. Мотоцикл вот только починить. Баташ, Пштиев какой-то там. Boozer, are you awake? Пштиев, ты спишь? What's up? Нет, что Saw случилось? someone sneaking around the safe. Увидел кого-то, кто там вокруг ней бродит, блядь. Дождись, блядь. No idea. I'm gonna follow him. See if there's some more where he came from. Пойду-ка узнаю, что там у него есть, блядь. Пштею, блядь. Блядь, югурин баттаги, блядь. Вот что за хер, Дэмин. Что за херня в играх? Что Калиста, да? Югурасинг, вот в некоторые моменты щелмасом. Почему игра тебя не слушается? Почему ты не можешь быть персонажем в игре, блядь? Русская озвучка же есть тут, нет? Нет, тут на турецком, видимо, аккаунте нету, к сожалению. Мене не шопмисовал, блядь. Даже если это неправильно, ты все равно игрок, ты хочешь проходить игру так, как ты хочешь. А иногда кажется, что разработчики хотят, нет, пусть он испытывает только те чувства от игры, которые мы хотим, чтобы он ощутил, блядь. Ну что за хуйня, блядь. Тогда я кино могу посмотреть какое-нибудь. Может быть, жестко, но я часто ловлю себя на мысли, на такой мысли от некоторых игр. Типа, это же, наоборот, вариативность игрока должна быть, того, как он проходит. Сразу хедшот, блядь, меня... Мен так церемониться и театран кшетуэль, нахуй. More ammo. Тихо, вот так, блядь. Тухтады, блядь, нахуй. Тихо, блядь. Блядь, янамаш надо, гинен куткае, блядь. Тухтап тарапсы, янамас. Уф. Не знаю, может, тупые придирки, но я вот просто озвучиваю некоторые свои ощущения. Иногда вот Калиста, да, часто были такие моменты. Думаешь, блин, почему я не могу действовать так, как хотел бы? А вот взять, да, какие-то старые игры, над которыми вроде бы можно смеяться, то, что там кому-нибудь на голову можно стать или на стол куда-нибудь забраться. Но зато ты понимаешь, что ты можешь это делать, как бы, по сути. Еще бы АИ реагировала бы на это, и это и создает порой какую-то вариативность. Поэтому и выстреливают порой даже игры, мне кажется, которые с приколом какие-нибудь, где просто вот типа симулятор козы. Почему он преуспел? Потому что игроки, наверное, от серьезных игр порой просто устали и застрадать хуйней просто им интересно, потому что настолько порой заебываются от слишком серьезных вещей. Симулятор хлеба ведь это то же самое. Там как-то можно метки ставить на врагов, чтобы не потерять. Лейнда. Ты проходил, да, эту игру прям? Ой, меня меткость. Да. Даже прицел, как в Last of Us, кстати. Круг. Лягтема, блядь? Фуфайка. Так, обыщем.
Вот такой лут. Я ощущаю, что в этой игре, мне кажется, очень много лута будет. Я просто смотрел... Бля, сейчас, 5 секунд. Смотрел просто когда-то. Ты играл? Да, то есть Калашников у меня откуда-то должен быть, мол, или что? Мне кажется, в этой игре придется много чего обыскивать. Ладно, ссылки, ценнер, блядь. А что, они прям возле нашей базы лагерь устроили, что ли? Это что за дела, блядь? Шли-ка птичка, булганче, блядь. Regaining stealth. Вот по ощущениям даже, я предполагаю, что вот эту игру за присест не проходит тролл. К этой игре надо будет возвращаться снова и снова. Там, и штенсом какой-то, еще не денсом. Но этим я заниматься, конечно же, не буду. Я даже сейчас себе задумался, поймал себя на мысли, что мне кажется, какие-то игры я даже не поиграю, наверное, в этой жизни. Впервые меня посетила такая мысль, а зря даже мысль философии бытия, наверное, даже, но, скорее всего, их просто не попробую даже. Потому что они большие, зачем это начинать? Division, наверное, например, вот Division 2, вот такие игры, таких игр, я думаю, будет много. Да. 305, это до моего мотоцикла? Ну ладно, игры, да, блядь. Ладно, Юрсинерин, да, блядь. Почему-то мотоцикл того обзы не работал. Так, аптечка на используем. Макс Хелп. Кемкиля. Ваша сонар, ладно, сыльбиться. Не думал про какой-нибудь челлендж в играх? Типа пройти игру с самой худшей оружие. Видел кто-то, как проходил на YouTube Макс. Я задумывался о таком. На стриме у Киномана я часто смотрел. Или у Бена, по-моему, что ли. Он всякие челленджи делал. Вот контур там с одним попаданием только пройти. Думал, если есть предложение, то с удовольствием. Просто так у Зима я не знаю, типа, зачем этим заниматься. Если на стриме, то можно что-нибудь пройти с удовольствием. Если есть какие-то идеи, по какой игре ведь надо. Так для себя я порой их просто не могу пройти, потому что лень или же ты, думаешь, зачем. Вот Каллисто Протокол тоже только ради Карен Фукухары, которая появляется там. Первый пол игры ее вообще не было. Там. Вот она во второй половине игры только появляется, и то опять-таки она ведь не главная героиня. И поэтому она второстепенный персонаж. Fight or flight. Sometimes the best strategy is run away. Да меня это, блядь, сразу же ща вам нахуй. Не sometimes, а, по-моему, это главная моя стратегия. Ну, это, мне кажется, очень зашло, наверное, для фанатов Walking Dead, мне кажется. Вообще, вот эта вот игра прям Walking Dead'ларға прям көңілдеріне жатқандар енді. Ни хрена мы резвые, блядь. Хотя соғып отырайын даже, блядь. Но у меня большое желание, конечно же, с Изным Бергаляп, даже не то, что челлендж. Вот это, кстати, и будет челленджем. Пройти игру контра Shattered Soldiers. Потому что, блядь, мотоцикл ее полган нахуй. Потому что, чтобы ее пройти, блядь, да, ее надо просто пройти идеально. Вообще, no damage всю игру. Бір тапқырда ульмәске. Ни разу не получать дамаг. Это просто безумие какое-то. Вот к вопросу, кстати, о самой сложной игре. Кто-то там говорит Dark Souls, Cuphead Lar. Я вот со всей ответственностью заявляю, я об этом, по-моему, говорил. Самая сложная игра, которую я видел в своей жизни и которую я боюсь до сих пор, это Contra Shattered Soldiers. Она у тебя ощущение, ее просто надо пройти идеально. Уля-параля. Чтобы просто пройти игру до конца, она надо знать на зубок. Каждый момент, на брижерде ульмяске вообще, брюльсянг, все с самого начала. Это же просто безумие. И при этом игра просто бір претензия даю. Она идеальная. Такая. В плане механики, музыка там потрясающая, Акира Ямаока. Қиық та түгіл, Battletoads та түгіл. Одну контру же ты проходил, прикольная она.
Но я ее на стриме не играл, Contra Shattered Soldiers. Это вот, Ней, если ты вот про эту контру, я ее хочу отдельно на стриме поиграть так, полностью, потому что она за присест, по-моему, проходится. Бригаляп ее тоже хочу отдельным стримом пройти, тоже поболтать. И, ну, так, вне оценок, все, что надо для фанатов контры в этой игре есть. А вот Shattered Soldiers, там тоже она сбоку, все там красиво, шикарно, но сложно и не бэтага. Это просто как надо было ненавидеть игроков и одновременно любить их. Проходил, это была Contra Hard Corps на Сеге. Это как надо было ненавидеть и любить игроков одновременно, чтобы такое издевательство создать. Поэтому шуны бір телегім бар менің пройти. Dark Souls'лар, блядь, почти фульмерил. Dark Souls'лар, Cuphead'лар для меня вообще никакой сложности не вызывают абсолютно. А вот Shattered Soldiers мен до сих пор боюсь. Бірді өткенім жоқ мен. Вот на Сеге, которая классная. Ну да, одна из самых лучших контр, вот она, кстати. Там 6 концовок, 5 концовок. Hey, Manny. Мне кажется, здесь надо мотоцикл на починить тренинг, блядь. Дрифт. Вот так ще не. Может, сегодня, кстати, под конец немного в нее и поиграем. Потому что я ее прямо, у меня руки чешутся в нее играть, но ты хочется инде сезнің білен бірге пройти. Skip optional диалог. Мимо да основной сюжет не пропускаю, блядь. Какой опциональный диалог, инде, блядь. Все, мотоцикл наберется. Не знаю, бывают вот какие-то игры, которые тоже... Причем, вот отличный пример, опять-таки. Бумана Керкман Инфодеренда, но тем не менее, бывает тематика неинтересная, но игра офигенская. И я ее, бывает, прохожу до конца. Это вот отличный пример. Shadow of Mordor. Я вообще терпеть не могу вселенную. Не то, что терпеть не могу, но абсолютно равнодушен к «Властелину колец». Ни один фильм не смотрел. Мне вообще никак не интересно это. Но Shadow of Mordor я с удовольствием... Мало того, что прошел до конца, я, по-моему, даже платину получил. Потому что настолько кайфовая игра. Просто... Ну, понравилось. Вот там ничего не поделаешь. Игра просто хорошая, и все. Играется комфортно. Боевка хорошая. Да, она там что-то копирует, но ты удовольствие получаешь от игры. Поэтому... Это опять-таки тот пример, когда геймплей просто хороший. Хотя тематика может быть абсолютно неинтересной, но геймплей потрясающий. И вот даже я ярый там не любитель вселенной, даже игра может просто понравиться, и все. Так, дрифтинг, кружок, R1. Поэтому вот опять-таки, если даже касательно удовольствия и эмоций игры... Так, сейчас... От игры имеет значение. Ну да, вот говорят же вообще даже ТГН, это уже немного опять психология какие-то, да, порой же запоминаются, как там говорилось, Аля, сейчас правильно вспомню, так, те чувства и эмоции, которые там в отношениях даже, которые человек тебе дарит, так, вот это вот так, важнее, ведь не подарки, ничего, а именно эмоции и отношения, там, которые человек дарит. Физика неплохая, кстати, так. Ты прям не думай, вот на секунду, да, Days Gone когда вышел. И когда вышел Gotham Knights. Gotham Knights-то, блядь, физика, да, что за пиздец, блядь. Ну да, хотя бы она немного забавляет тебя. Уф, что случилось, блядь. Берпчерлер на меня. А я тоже не делаю. Блядь, ну винтовка на нахуй. Где мой дробовик, блядь? Я его выбросил, что ли? Ёб твою мать, блядь. Блять, Пштифлер. Ну, Gotham Knights ерунда, говорить нечего, инда. Это вообще печальная глава компании Warner Brothers, как и отряд самоубийц. Тут у мотоцикла есть ХП, если что, да? Так, вот, да, 89.
Блять, ну ничего торгозургаю. Checkpoint. I gotta find some shit for Boozer's arm. Ну и вот удовольствие, да, вот то, что я там закончил, по-моему, мысль, но вот тем не менее, ну как шипхарига, подножка, ножка на хуяма. Ну, физика интересная такая. Прям дешевый туголь, а зря в ней что-то есть. Какая-то кайфушка от покатушек есть. Ладно, просто покататься хочется тоже. Я надеюсь, open world тренды, это не тугольдер, не вот это вот вы покидаете там территориями. Так как ручник. Меня God damn! Неплохо, God damn! Неплохие нелер можно выдавать. GTA-шные штучки. Ровный круг, циркульный. Тут и сюжет неплохой, если вникать в суть. Ну, у нас на это, я думаю, биг времени не будет. Can't save while bike is moving. А мне чисто физика... А мне чисто физика не нравится. На этом мотоцикле, что ли? Нет, я не скажу, что она прикольная, хорошая. Она просто такая совсем дешевая туголь. Зряк в ней какая-то тяжесть есть, как бы тебе зряк приходится следить за этим, за поездкой. Потому что бывает же совсем, ощущаешь, что простая физика. Бля, что я профукал. Аля, Days Gone, короче говоря. Я не знаю, когда ты отключился. Days Gone. В бане был с легким паром. With easy par, как будет? Steamer. With easy steam. Да, кстати, правильный перевод. With easy steam, нахуй. И light steam, блядь. Знаешь, сошли, да. Я хотел покататься. Интересная игра. А ты играл да в нее? Или тоже, может, слышал? Вот тоже все говорят, интересная, такая прикольная. Что, решил Дайнда запустить. Так, ну ты шик, ладно. Так. Знаешь, сошли, да. Встал. Угу. Знаешь, сошли. Так, budget. Find fuel for... найти топливо для генератора. Так, по-моему, где-то вон там я что-то видел. Big thanks, bro. Big thanks, типа. Зурахмен, big thanks. Американцы тоже скажут. Big thanks. Что случилось? Бәрелдемі? Шухатлым бәрелерге, что персонаж говорит, shit. Аля, у него кровь идет даже. Аля, здоровье даже отнимается, что ли? Пистолет достал, что ли? Блядь, что на меня нападает? Ярое здоровье вытмяли. Когда она вышла, каждый тишики воспринял, да? Ну, тоже очень много шума было, было у этой игры, но я что-то как-то не обратил особого внимания. Повторюсь, для тех, кто уже был, слышал инда, просто несколько моих знакомых, чье мнение немаловажно, я прислушался к ним, которые сказали, что игра интересная. Вот даже Айнур тоже говорит, что игра интересная, поэтому... Вот мне нравится Second Sun, хотя многие эту игру обосрали. Вот Infamous, ладно, ни одну не играл. Я играл только на PS3, по-моему, одну и все. Вот про Second Sun я много слышал, тоже хорошего, кстати, но не играл. По-моему, Артур даже говорил, что она типа неплохая, что ли. И, по-моему, что у нее интересно, у нее графика до сих пор отлично выглядит, вроде бы. Но в нее не играл, потому что вот Infamous это же как бы как Apple и Samsung, Apple и Android. Apple и Android, да. iOS и Android же есть. Вот то же самое Infamous и прототип, они прямо два этих конкурента, как Nikon и Canon. Да. Блин, я же здесь где-то видел топливо. Нет. Есть. Зурабзы и зомби уже был. А что с Зурабзой, не знаю. Это который товарищ его, что ли? У которого татуировка на голове? Самое начало, только здесь начало прошли. И я пошел за мотоциклом. Это Пиштиев. Болтануалы. Пиштиев... Блять. Опять эту музыку врубил. Да, урамда. В общем, я пошел за мотоциклом. И потом, как
за каким-то челом побежал, и вот мотоцикл мне дали, вот этот, и все. Эй, кинул бензин, и машина, да? А где здесь может быть? Ну, ну, в багажнике это может нет. Посмотрим здесь. Я-то на игру внимания не обратил на старте еще потому, что тематика не моя абсолютно. Вот антураж вот этот вот, меня бензогрузовики, посмотри, сейчас. Меня не туголь в этом грузовике. Нет, бля, кстати, вот касательно вот таких тематик, вот Безумный Макс, вот мой любимый Безумный Макс, вселенная Безумного Макса, а уен гафу и тегес, как бы как поклонник айтам крайне нейнде. Такое себе. Эй, молодец, блядь, молодец. Как мне канистра... Мне пешком отнести, что ли? Ничек, знаешь, сошли, блядь. Ну, топ там бензин. Ай, мне же запустить надо, гафу и тегес, туплю меня. Так, 0. Угу. И вот Безумный Макс, ну, как бы такой себе оказался. Тоже нормально. Во-во, графика пизда. В смысле, в этой игре? Или про Безумный Макс? Я вообще не слышал про игру Безумный Макс. Она есть? Можешь посмотреть. Батага, блядь, там, по-моему, зомби. Ну, динамик мы включили. Хутарма киряги ему, блядь. Всем сиз, блядь, нахуй. Амин по съебычам. Я damn boy. А, или мне туда зайти надо, баттаги, блядь. Сейчас. Уф, мотоцикл, да, не дадут покататься инде. Давай, Пиштиев, давай. Ишекни биклярга, ишекни биклярга. Ишек, слава богу, не идет, не ебар. Как называются эти штуки, которые двери автоматически закрывают? Вырубить надо, динамик вроде. На улице туголь дробить, надеюсь. Вот я вот так сейчас ловлю себя на мысли, вот я бы хотел игру про зомби, вот в таком антураже, но в котором тебе было бы страшно прям выходить, когда игра тебя кидала бы в такие условия, в которых тебе просто страшно, меня. Вот ты же сейчас сказал, типа, выключи динамик. Вот я бы понимал, что динамик на улице, выходить страшно, а надо. Вот это было бы интересно. Вот Resident Evil как раз-таки такие ощущения дарил первые 3 части. Там особенно ведь что-то не работает, генератор какой-нибудь. Идешь куда-нибудь за 3 пизды, анда, находишь бензин для генератора, условный, или там, я не знаю, провода для подключения, знаешь, сошли. А что-то увеличивать? Ну, стамину нам пусть увеличит. И понимаешь, что тебе надо возвращаться обратно. А в Резиденте всегда так было сделано, испокон веков, что обратно нәрседер блайнд, нахуй. И вот обратно идти всегда страшно было. Вот какие-то такие моменты. И за счет сложности тебе действительно было страшно. Опять шел микрофон, ой, не дан телефон, ой, динамик танцевали, джойстик. Есть же всякие выживачие инди-игры. Ну вот опять-таки, видишь, инди-игры. Индия, опять-таки, возвращаясь даже к каким-то вот... Ну, на тему Silent Hill я об этом думал. Индия, опять-таки, да, Индия. Но вот больших проектов нет. Индия-лардан, да, разные Action Border, гениальные, возможно, механики, идеи, но они... я думаю, 80% игроков просто пройдут мимо дорог. Все, я могу вас съебывать отсюда, нахуй. Вот потому что я про Silent Hill думал, про Short Message, потому что игра меня очень, ты, конечно, очень задела, очень тронула, не на шутку просто. И вот я про себя думаю, что кто-то может сказать, что да, наверное, вот такие мысли, как «Батыш бурляр», с ебанцой наш герой. Типа кто-то скажет, что, блин, а такие темы затрагивались во многих инди-играх, да, о которых, блядь, 90% игроков даже не слышали, можно сказать. Ну, кроме таких прям прям полное погружение в игровую индустрию, которые прям каждый НИНЕ осматривают.
журналисты, наверное, игровые, которые прям только играми и живут, дегенды. Они, наверное, в курсе. Что именно тронул, я вот еще не смог досмотреть. Ну, сама тема, то, что я отдельный ролик, если сумею подготовить, подготовлю на русский канал уже. Мой обзор даже не касательно самой игры, просто того, что там вложено разработчиками. И касательно именно психотерапии и помощи людям в трудных ситуациях. Там Баттагина и Санхала тоже чем-то Хорханычи дебит. Но я его уже не помню, надо его перепройти, я его уже подзабыл. Но он местами пугающий был, да. Но там другой страх ведь, как от просмотра, скорее, фильма, по-моему. Просто у Резидента другое ощущение страха. Я даже во многом благодарен Резиденту, Богмана Керакман история даренде, за то, что там основной страх еще в Резиденте, который у меня был в детстве сильно, это чувство изоляции. Это опять-таки, наверное, невозможно ощутить сегодняшними технологиями, тудым-сюдым. А когда вот ты играешь Resident Evil 3, где-нибудь там Old, или еще что-то, и вот там тоже ведь полнейшая изоляция, город разрушен, еще что-то, и не знаю, очень большой у меня был страх даже не от зомби, а от того, что ты там находишься один просто. Один, и все. И как-то у меня вот так фантазия тогда работала, что да, может, то же самое, но уйти в это в сегодняшнем мире, наверное, не получается. Это где-то в Огайо, я даже не знаю. Таңбаттағы исән қалу, абзый Синтеке. А ты смотрел, да, Таңбаттагина? Дожить до Таңбаттареевского. А вот в Таңбаттареевском там, возможно, другой страх. Если я... вот у меня так, по крайней мере, по моим вот каким-то ощущениям. Пештиев. Вот ты, наверное, про него имел в виду, да? Блин, на байке так кайфово ездить. И вот тоже, да, если подумать, игра вышла бы там, я не знаю, в 2010-м. Наверное, эта игра была бы хитом. Әлігіне только-только шыққан Red Dead Redemption, и тут выходит вот такая игра. Конечно, она бы задела. Пштеев! Hey, Boozer, I found some shit for your arm. Boozer? Бузер? Бузер, ты чё, бля? Hey. Бля, нет, он еще наш, нахуй. Shit, Deke. You've blown your goddamn head off. Блядь, башку тездім, бит, нахуй. Блядь, штырдың ба сен? Келдім мен сен, блядь. Нервничаешь, блядь. Deke, А мне запомнился Дамир Сикамалай. Кстати, там такой прикол, под этим роликом там okay. пользователь с именем Дамир и фамилию не помню, приношу извинения, сердечко поставил. Я когда записывал, я про себя думал, у меня, по-моему, подписчиков по имени Дамир нету, поэтому Килип Шахса, я надеюсь, человек правильно поймет, вот поэтому он там сердечко поставил. Вот поэтому вот, Дамир, интересный как бы, факт тату, просто, факт, скорее, интересный момент. Мен де ятып алайымдар енді, я так понимаю. Sleeping. Бля, спать рядом с этим Абзеем, который может в зомби превратиться, тоже такая себе идея, конечно. Окей, блядь. Это мои вот мысли насчет, возвращаясь к Silent Hill. Блин, это не касается вообще даже серии Silent Hill. Не касается каких-то... Не успел посмотреть последний шортс. Там просто... Ты же был на стриме, там, да, Young Инфоёптер для тебя. Это касательно Кары Делевинь и ее мыслей насчет этого. Надо такие игры, которые быстро проходятся, чтобы страшные еще были. Есть одна игра от разработчика D-Make 98, что ли. Она очень короткая. Я думал ролик записать. Потом я зря посмотрю. Она закончилась, короче. Вообще короткая была.
И, ну, интересно придумана была. Да, так быстро ее можно пройти. Сентябрь 1998, что ли, называется она. Так, ну, Surviving Patriots. Ладно, покатили. А зря... Вот тоже, вот, да, одна из игр, вот за которой, опять-таки, можно прямо жить. Вот какие-то игры, ведь, как Red Dead Redemption, оларда ведь яшисинг прямо. Ты в этой игре существуешь. И опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, бензином бытавит меня. Немножечко отдает безумно максимум, кстати. Это интересно. Когда тебе надо заботиться о бензине. Такие игры, за которыми надо жить, ведь возвращаешься вот в эту атмосферу, ведь. Но, опять-таки, учитывая... Блять, хуай курсятел, туда и учитывая огромное количество игр сегодня, задерживаться за какой-то игрой, если она не может удержать твое внимание, или если тематика тебе не интересна, как бы ну, особо не станешь, я думаю. Если она тебя ничем не зацепит, вот. Мой, блядь. Блядь, бензин, ручеек какой-то. Русская природа, манда какая-то. От чего так в Огайо березы шумят? Блин, забываю, что у меня есть неплохой дрифт. Типа, я, наверное, если бы вот с какой-то игрой остался бы, наверное, в деревне на каникулы, как это вот было раньше, мне кажется, я бы эту игру прошел бы до конца, потом бы говорил, блядь, да это охуенная игра, блядь. Опять-таки, огромное количество игр сегодня тоже, мне кажется, влияет на то, на какую игру обращают внимание, на какую нет, на какую больше, на какую меньше. Мне кажется, таких игр... Сейчас. Мне кажется, такие игры будут похожи на Слендермен. Ну, Слендермен, он вроде не такой короткий, кстати. Тащ, пиштив, ну-ка, с объемка, блядь. Сбили, блядь, пиздец. What the hell? Бананды hell, блядь. Миним мотоциклушкам, блядь, сиккан жейнар, блядь. Тихо, у них машинган, блядь. Вот и закончилось путешествие. Меня в каком-то году CS 1.6 задело, и с тех пор я CS не перестаю играть. CS 1.6, Source Go и CS 2. CS 2 уже вышел, да? Я вот следил все равно за этим. Все-таки ведь я не мог не пройти мимо КС ведь до 1.6, когда было ведь в компьютерных клубах, там туда-сюда. Но мен из блядь, но мен из мультиплеерных как прислоняться и кинул, блядь. Давно уже. А я что-то смотрел, потом что-то, видимо, перестал смотреть. Сейчас, 5 секунд. Новый геймплей, CSGO, там тудым-сюдым. Да, он да с одним пистолетом, по-моему, можно все пройти. Как этот, Макс Пейн 2, блин. Он да, бір пистолет болса, из-за того, что физика крайне реалистичная, он да, бір пистолет, блин, всю игру можно пройти. Или не Макс Пейн 2, какая игра, бля? Нифига себе, Пыштиев. Бензин курам, блядь. Очистить нейне. Сейчас очистим. Блядь, наш сошли синь, блядь. Чем-то отдает вот фаркраевскими этими. Эх, какие моменты были после школы. С одноклассниками играл CS 1.6 по-настоящему Рахат Чаклар. CSGO убрали принудительно. Всех на CS2 перевели. Поначалу херня была, но сейчас привык. Да, улучшает постоянно. Надо будет посмотреть, кстати, геймплейно, как выглядит. Может, я его даже видел, Алькин, бля. Чем-то вот Far Cry отдает. Очистка вот этих всех точек. Ох, Калашулина подбирает еле, как говорится, блядь. Саканов. Но... Баташ, блядь. There you are, Сакан, блядь. Мин ранен. Бірізін қалдың бы, а yok екен. Дающий пирожка достың қалған. Так, все, аптечка. Так.
Так, крафт. Да на крафте дохуя был, допустим. Yüzükleri var матургана, блядь. Как была же какая-то игра в каком-то году вышла про байкеров, инда, которая жестко провалилась. А вот это вот игра про байкеров, которая не провалилась. Которая смогла, инда. А насчет CSGO, ой, CS 1.6, кстати, у меня прямо нет такого, по-моему, с CS. Ну, мы, по-моему, тоже играем. Но у меня все мои одноклассники такие. Я еще, по-моему, может, рассказывал, опять на бабайская история. Сегодня тоже день бабайских историй, наверное, тоже. Я ведь играл в Сегу там, и они уже там начали играть в Counter-Strike. И они такие, что, в контру? И там, контра, что за контра? У меня сразу в голове контра какая-то, что ли, на компе, типа. И они такие на меня смотрели, что, блядь, типа. Так, казах уян, честно говоря. Ну, это попробуй, ты, как говорится, на вкус и тюс. Жесткая, но нужная мера CSGO на строп-движке. Строп-движке? Source, имеешь в виду? Там уже ничего не улучшить, а у CS2 большой потенциал. Визуально не помню, что CSGO, наверное, очень часто видел, потому что я смотрел Snailkick, а он Snailkick очень много играл на CSGO. Патрон биткем, я биткем, мин калаш-то берем, блядь, шикальдеры. На старом. Ну, может, пока что-то новое не придумал. Он же Call of Duty тоже. Сколько ебались со старым движком. В итоге придумали новый. И вот я так смотрю, движок просто охуенный. Ведь да, вообще сюздаю. Прям потрясающий движок. Ну, блин, в отличие от старого. А то, как я люблю RE Engine, үзігізблясыз. Я там игру просто готов пройти на этом движке только потому, что это RE Engine. Хотя, ну, не прямо все игры. Devil May Cry я так и не прошел, но все равно поиграл бы в него. Но для слабых компов беда. Миника CSGO даже не запустит, я думаю. Нәрсе келіп шығасың ол, қоян келіп шыға ол. А сен не забывай. Так, пойду я бензин возьму для моей красавицы-то. Азерик бензин. Иди. Ну, вот Безумный Макс, к сожалению, провалили. Вот такой момент. 12 это, оказывается, бензин. Я думал, это дамаш моей красавицы. Безумный Макс на Минбитнда там фильм мне нравится. Ну, вот Дорога ярости. Ну, и тематика интересная. Да, там сам Макс. И вот игр по Безумному Максу очень мало, практически нет там. 3 игры, одна из которых вообще даже официально не называется Безумный Макс. И вот она вышла, и ну, такая. Если бы их было много игр по Безумному Максу, игра бы нахуй провалилась бы к чертовой матери, блядь. Вот, там какого-то персонажа добавили, который постоянно с тобой ходит. Бугма киряк, мол, блядь, только нервирует, блядь. Перехватчика нет, блядь. Вот самый большой бред, может, я повторяю для кого-то, но нахуя вообще перехватчик тебе дают, когда ты проходишь игру? Если кто не знает, перехватчик это машина Безумного Макса. Бугма киряк, мол, когда ты прошел игру, блядь. Типа, зачем вообще? Что за тупость, нахуй? Типа, я прошел игру, а зря, поездил на перехватчике, и все, блядь. Еще там, главное, основная сюжетная кампания, она очень короткая. И между ними тебе надо выполнять какие-то миссии, блядь. И вот игра искусственно затянута. Я ее прошел просто потому, что, Безумный Макс. А потом вышла игра Rage 2, которая вообще не про Безумного Макса, но и визуально, и по всем ощущениям, и кайфовая. Она ощущается как Безумный Макс, блядь. Елена Пау. All right, let's see if they got an underground bunker around here. Так, что мне дальше делать? Подземный бункер, а куда-то надо добраться. Я помню, я в каком-то году, в позапрошлом летом для мотойон массаны, его может починить нам можно. Блять, туда опять искать что-то нужно. В каком-то позапрошлом, по-моему, году я для экзотики пошел в компьютерный клуб для того, чтобы поиграть в какие-то игры, которых нету на консоли. И вот среди них я там поиграл CSGO, PUBG, когда он еще не был на PS5. И на PS4 был жутко тормозящий.
не инди. Вот, я там последний раз играл CSGO, инди вообще Counter-Strike. Ну, учитывая мои навыки инди, мне там как бы особо делать было нечего инди, потому что выносили меня быстро. Как бы вряд ли за одну ночь в компьютерном клубе я бы стал бы мастером в CSGO. Блин, может даже некоторые шорты по CSGO, которые я видел, может они и были CSGO 2 мекен. И с кем энергией, что Сергей кем, да, блин. Вышка надо секрим день. И все на этом, блядь. Ладно, хоть герой резкий, а то Калиста протокол даты они, чтобы добавить кинематографичности. Эй, Экрем, блядь. Эй, блядь, крень, да ползает. Озак, блядь. Думаешь, вот реально, как я и говорил, ты порой вроде патроны там где-то на другом конце этого, как бы сказать, туннеля. Но только чтобы не терпеть все это дерьмо, как он лазает, нит миссинг, кермиссинг, он даже сошими, блядь. Эй! Сейчас как пройдем. Эй! Ну, видок, конечно, god damn. Мне вот здесь бинокль пригодится уже. Блин, ну красиво, конечно. Ух, бинокль, ну, наверное. Мне ведь нахуй. Меня, кстати, пригласили на горы куда-то пойти. Меня там, блин, юаларман, нахуй. Ну, наверное, надо будет сходить, наверное, на какие-то подъем, там, туда-сюда, по горам куда-то. Ну, как бы небольшой любитель подобного дела, дегенды. Хоры, блядь, неге Тимирган. Ну, блядь. Вот тоже, мне кажется, тем людям, вот, я не знаю, может быть, Джо заходит, вот это вот, если тема для него, для игрока, которому эта тема близка, вот в таком антураже, например, да, такой персонаж. Для них, мне кажется, эта игра будет просто подарком судьбы, как я обычно называю некоторые игры. Например, для меня это Mafia Definitive Edition, Resident Evil 2. Я на Грилашку ходил в Челябинскую область, вот там виды были, конечно. Не передать Триндана словами, по ощущениям. Картинка, это одно, видео тоже одно. Баташа обзывал Расслан. Ну, я после некоторых событий в жизни что-то не особо прям, ну, не горю желаниями. Можно, но не горю желаниями. Так, Балай затягивает же. Смотря на эту игру, почему-то вспомнил Сталкер. Сталкер, да. Батага, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой. Это разработчики, видимо, особо не программировали. Какой долбоеб со скалы пойдет? Ну ты что, блядь? Фярить нахуй. Не будем это программировать. Да всяко кто-нибудь попробует, блядь, какой-нибудь нахуй. Я не знаю. Летсплеер обзы какой-нибудь. Блядь! Ну, второй раз уже проработанный. Сталкера, кстати, недавно запускал чуть-чуть. Тоже инде. Тоже мне там опять большая игра, в нее погружаться не буду инде. Может, как-нибудь в другой раз. Так, а подземные мы так и не нашли, блядь. Бярвашек, нахуй. А, вот же, блядь. Чего искать-то, блядь. Last of Us получше выглядит. Ну, он собар, да, он собар. Ну, и проработанный он немного. Но это тоже хороший. Просто другой, лучше, больше проработан, по-моему. А так они оба визуально неплохие. Тем более будет еще PS4, а тот же там у нас ремастерит PS5. Хули мы здесь ищем, интересно, блядь. Битушка, блядь. Я про то, что падают. Он сюда. Да, Дарин. Охр, гулялер, блядь. А здесь интересно, зато куйтен не снял Ульгерде перед смертью. Много херак булган екен. Сейчас хоп, там титры начинаются в игре просто, и все, и мы такие, ебаный в рот, праймари, блядь.
Ганлокер. Dick, you there? Дик, ты там? Баташ, меня Дик зовут, что ли, нахуй? Нарекли меня. It's probably nothing. Sounded like bike engines. Вопрос. Somewhere on the mountain. Какой? I just finished clearing the radio tower for Copeland. I'm gonna power, see if I can see anything. Ой, кеременерге менің бәттәге, бля. Hey, Dick, you okay? Когда будет Beast Inside? Я вообще думал его вот на следующий день после Silent Hill сделать, кстати. You know, I just let this Больше brick даже. get the drop Потом on me. думаю, Silent Hill был, да, опять подряд делать тоже не то, индемей там. Go, didn't you? Okay. Что он, я думаю, в ближайшем будет. Может, даже до Last of Us, пока не знаю. These days, Dick. That code of yours. Но по хоррору следующий был. Потому что вот после Silent Hill мне что-то хочется какой-нибудь. Я даже больше скажу, я даже смотрел ролики, типа, лучшие хорроры от первого лица, мне там, ССГ что-нибудь прям, ну, реально, чтобы страшное было. Потому что Silent Hill, как бы Silent Hill, но мне нравится играть в хорроры от первого лица. Вот типа PT, например. Вот PT, блядь, был охуенный. Честно, и там вот такие хорроры пугают вот из того, что вот сегодня может напугать. Не за счет монстров, не за счет каких-то вещей. Я уже там ни черта не помню, было бы интересно танцевать. Но вот вспомню как раз. Вспомню обязательно. И вот прямо PT пугало тем, что Блесс-Эздеренда, ни для кого не спойлер, да, там же просто ебанина происходит. Просто, вот это то, что меня, наверное, сегодня может напугать. А ты какие-то монстры, какая-то вот такая, ну, психологическая тема может напугать, типа Call of Duty Black Ops 1, или же там Manhunt 2. Но вот PT пугало тем, что там, да, ходишь по коридору, да, вокруг, ходишь. За один и тот же коридор повторяется. Вот это больше пугает. Когда творится вот какая-то непонятная ебота. Вот это было страшно в PT инде. И со временем там что-то происходит. Ты уже утомляешься, и потом происходит какая-то хуйня. Вот это было страшно. У этого мужика с кардио все в порядке. В полной амуниции, с топором, винтовкой, как... В темпе поднимается по лестнице. Ну да, блядь. А PT вообще можно где-нибудь играть? Только если ты купишь, по-моему, PlayStation, на котором установлен PT. Которые, по-моему, стоят там, нахуй, как 2 квартиры в Москве, блядь. Ну, условные. Но если их еще до сих пор продают. Но в одно время было так. Пугает резкий стример, который... Он Садабар, да, вот они пугают, могут напугать. И в PT они особенно пугали, потому что там у тебя, как говорится, guards down, как по-русски. Almost there. Keep going. Almost there. Ну, успокаиваешься, ты в какой-то момент думаешь, блядь, что за хуйня, уже уорбитесы надо. И резко какая-то хуебение происходит. Или там тихо, крик, блядь, или плач какой-то. Ну, PT на курхатадрейнда за счет непонятности просто. Ну-ка, у кого какой топ-1 по хоррору? Но у меня сегодня, если вот взять, наверное... Ну, шел PT Волгандер, самое то, что вот можно назвать PT, наверное. PT. То, что вот прям действительно страшно, мне кажется. Но я его давно уже не играл, не знаю, как он сегодня воспримется, но пугающий был. Потому что первые резиденты уже сегодня, ну, смешно говорить, что они кого-то напугают. Так старые ощущения это уже, ну, меняются в разное время, разные. Я PS4 с PT оставил у друга в Москве. Петя дизайнер. Ну, ничего тому назад и кинул. Все, мы нахуй. Мы можем съебываться, нахуй. Заебись, мы нахуй. Тога мендик, тодан ты штык, нахуй. Съебушкин, попиздушкин, китяк, нахуй. Я думал, что за надпись там. Типа, вы выполнили трюк, блядь. Баташ, нихуя, я жив остался. Это сейчас сюндень нахуй тавыз, блядь. Вот, остыло мы, не остыло. Надо кить-так нахуй. Да, реализм, конечно, такой себе. Мотоцикл вряд ли выжил бы с такой высоты. St. John to Куплинова смотрел хорроры, не помню уже, какой был самый страшный. Doom 3 страшно было, Bioshock 1 тоже. Ну вот ты говорил, я помню, Doom 3, вот Джо тоже говорил. Doom 3. Но меня Doom 3 никогда в жизни не пугал вообще. Вообще абсолютно. Bioshock тем более не пугал меня никогда.
Ну, потому что воспитан, опять-таки, повторюсь, ты азрак выпендрёждыр инде, но ты бәләкәй шакларда резидентны уйнасаң, мне кажется, уже беребер дә куркытмый дигәндә, поэтому. Savages, about 9 square meals. Try going hungry. Мин тәгәрмәчтә килгән дигәндә. 8 едет, что ли, нахуй? Но кансы килгән, по-моему, мотоцикл-то, блядь. 83? Ладно, нормально вроде. Что в Думе страшного? А это к Артуру, я думаю, вопрос. Нет, Doom 3 даже когда я вот учился, я его играл. Ну, когда вышел, блядь, ну, не пугало это вообще. Поэтому вот я помню, Артур говорил, еще вот Джо тоже говорил, что, ну, им страшно. Всех, для всех по-разному. Вот, кого-то пугает. Ой, блядь, ни минуты покоя. Да, может, мне не сюда, может, я уйду, покатаюсь. Яңгырлы моторный идея, блядь. Ага, да, баттач снайпер. Сәмсіз, нахуй. Сәмсіз, блядь. Халярыгыз ничек? Халярыгыз, нахуй. Машина горящая. Какая-то резкая ебота пошла. Ладно, мен поехал. Үземнің 8-очный тәгәрмәшемдә, блядь. Ебать, масса. Так, а как мотоцикл мне починить? Механик ковар кадры. Макс. Какой-то диктофон. Мне кажется, если бы какой-то апокалипсис начался бы, наверное, в жизни, и это была бы единственная игра, которая осталась, то можно было проходить Days Gone. Сямсеус! Это тот ёбнутый, блядь. Хедшот раз. Хедшот два. Блядь, что судя? Капкан, янгбат-то. Уф, кто-то там пиздит инде, блядь, нахуй. Шел. Меня уже начинает жестко бесить, когда джойстик там хутакшейнилер, блядь. Не знаю, блядь. Динамик рейндж. Спикер. Сетап. Headphones. Сине манды дымящий мотай, блядь, потерять не должны. В смысле, то, что я не отстану? Ой, то, что то, что ты тыншыгамыны. Ну, шулайдер енді, шулайдер. Пресекачик ты тын мотай, блядь. Ну, блядь. Да, он сейчас, блядь, сам там взорвется нахуй где-нибудь, блядь, да. Потом, блядь, останки его соберем. Типа, или там просто, типа, ну он уходит, мы его теряем. Да как теряем? Не, ведь нахуй. Тортнан куриным тра, нахуй. Ну, это какой год был? Все только начинали... Я-то только начинал играть. Шутер был таким выпрыгиванием... с выпрыгиванием темноты. И тогда же Биошок, просто говорю, на уровне ощущений. Еще, конечно, первый Dead Space. Ну, вот я до этого все играл Резиденты, когда был маленьким, поэтому меня... Ни Doom, ни Bioshock. Dead Space для меня вообще был резидентом для ПКшников, ведь я говорил уже. Такая пародия. Ну, не пародия, а это резидент для ПКшников. Для тех, кто никогда не играл в настоящие резиденты. Вот Артур вот тоже, ему Dead Space, видимо, заходит. Ну, потому что он не рос на резиденте. Поэтому... Опять-таки, никого не хочу обидеть. Просто... Ну, то, что я говорил про Dead Space на том стриме, вот касательно этого... А Биошок, он страшный, что ли? Биошок там... Биошок гениальный. Гениальный за счет идеи этого. Того, что придумал... Батач, ремонтировать же можно без машинка на это, блядь. Dead Space гениальный же он. Первый. За счет одной идеи, которую придумал Кевин... Ой, как там? Тед Левин, как его звали? Иди! Нихуя себе, жибин, нахуй, на себя не действует, что ли, блядь? Уф. Сейліп кеткен де біздің. Кевин МакАлистер. Кевин МакАлистер шляган ловушка лучше сработала, мне кажется, чем вот это. Ладно, мы до стелсом, наверное, попробуем. Азрак стелс болсын, да, нахуй. Біздің бинокль, который появляется. Болта, блин, ебарик, говорится.
Глушитель керек ебаным, да, конечно. Да Биошок точно было страшно. Да, вся концепция там страшна. Или Биошок вообще... Не знаю. Doom еще как бы был хоррором, а Биошок что-то... Не знаю, что-то... Блин. Обрез, нахуй. Уф. Блять, Йора, нахуй. Уел мы, да, нахуй. Хотя, что он уелрга должен? Схуяли, блядь, да? Change difficulty. Да нет, ну туктап тырали, азрак, выиграем, да, уиндайн. Вот тоже, да, разработчики настолько переживают. Может, вам сложность понизит? Азрак, унимали, нахуй. Might be an ambush camp. Find out when I get there. Ну, опять-таки, вот, не ведь, всех что-то разное пугает. Лобзы, стиральные яйца просто. Ну, спасибо. Остальные, спасибо. Это за все это спасибо Нигайнде. Первым 3 Resident Evil и первому PlayStation Инде. Потому что, я повторюсь, первого Resident я очень боялся в детстве. Я же говорю, игру обратно сдал просто в магазин. Шухатлем. Фурхаб даже... боялся я ее в детстве. Поэтому после нее уже... Даже поэтому я порой, вот вы голосуете за хорроры, я не беру их еще поэтому, потому что боюсь, что... Боюсь, что не боюсь, да, не смогу вас ничем таким удивить, да. Хотя бара, в моменте бара пугает, вот в этом тоже. Silent Hill, там тоже, когда гонится бара, зря куркотаем, да, есть иногда просто пацаны, которые атмосферу и детали глубже чувствуют. Ну, бесчувственно меня назвал Джо, видимо. Блин, вот Айнур тоже, я не знаю. Есть просто, мне кажется, люди, которые прямо очень много в игры играют. Вот опять-таки, вот даже Джо, я знаю, что он вот в Red Dead, например, там больше чувствует, когда там лошадей убивает, там, или еще что-то. А я как геймер понимаю, что это игра, например. У меня вот такого ничего прям не вызывает. Хотя я могу там почувствовать, но я понимаю, что уен. Ну вот, как сказать... Для меня уже новый уровень. Вот в VR ужастики меня пугают, потому что это уже какой-то следующий уровень. Вот. И настанет момент, когда уже там тоже, наверное, ничего страшного не будет. Дигендей. Вот, поэтому как-то вот бывает же то, что 7 просто как в всем ТГ. Как говорится, привыкание, да, руку набиваешь, поэтому шуамики, потому что я знаю, что какие-то люди, которые меньше играют в игры, их пугают. Там вот Doom, например, вот тот же самый Артур, вот, по-моему, к играм он пришел позже. То есть его там, я помню, впечатлял в свое время Uncharted 3, я помню, когда он рассказывал. А я уж какие-то вещи играл, и не так впечатлялся каким-то играми. Да. Поэтому, вот какой-то такой момент там бара присутствует. Видно. Вот покажи кому-нибудь, вот человек будет, у которого будет Days Gone вообще первой игрой в жизни, мне кажется, человек скажет, ебать, вот эта вещь, нахуй, мне ведь уен, нахуй. Шулай ведь надо. А те люди, которые уже не Ирак, они по-другому реагируют. Я никого не хочу обидеть. Просто вот я об этом часто думал. И потому что, опять-таки, даже вот от того, что Артур говорил, там, пугает Doom, и меня начал задумываться. Еще некоторые мои знакомые говорили, Doom, там, блядь. Причем я его играл тоже так же, там, когда он вышел. Вот. Я мало в игры играю. По пальцам можно посчитать, сколько я сыграл. Скример, да похуй. Азар пугает, вот да все относительно. Ты сразу говорил, то, что ты тоже боишься же хорроров, там, поэтому... такое дело, да, блин. Doom же экшен больше. Блин, да. Хорхарлок. Блин, ты... Причем, если даже говорить, что вот Doom не пугал меня, да, я потом играл в Амнезию, а Амнезия вышла в каком году, на секундочку? Я боялся в нее играть, когда по соседству люди были даже в комнате. Настолько она была страшная. Поэтому просто бывает же порог обморожения,
То же самое есть, мне кажется, с порогом как бы какой-то чувствительности мадьями. Или какие у него нервы. Ну, Ансадабар вот то же самое. Almost out. Амнезия бункер еще есть. Я видел, да, Амнезия бункер на Хурадам. Думал, про него очень много таких хороших отзывов. А я, кстати, не договорил же еще после того стрима. Для вас я искал хоррор. Мои там лучшие хорроры от первого лица за последнее время. И нашел... Самый повторяющийся был Beast Inside. И благо, вот он у нас есть. И Нинда был. Визаж, по-моему, тоже несколько раз упоминался. И еще была какая-то игра, называется Layers of Fear. Первые, их, оказывается, 2 части. И вот тоже инда, типа вот очень такие хорошие отзывы были инда про эту игру. Объективно, эти все игры вообще не страшные. Это я просто пугливый. Ну, не знаю. Ну, тем не менее, это же пугает тебя. Поэтому... Пугает же почему-то. Причем бывает же такое, что тебя пугает какие-то собственные, возможно, то, что ты фантазируешь. То есть какой-то собственный ужас, который соотносится с той или иной игрой Дегендей, в соответствии с событиями Дегендей, той или иной игры. Вот, возможно, так. Beast Inside Бугем Буламаный. Нет, Буген Туголь, но вообще он в ближайшие дни, я думаю. Визаж мелком знаю, но говорят страшный. Вот шел 2 игры, которые я вот хочу. Визаж просто дорогой что-то. Его надо было по скидке купить, блин, улядом, да. Сейчас жалею инда, что не купил. Ну, то, что прям жалею инда, но олмада, блин. Boozer, it's done. Squatter camp. They won't be doing any more killing on O'Leary Mountain. Типа, например, Resident... Надо будет взять попкорн взять. И я тогда уведомление пораньше поставлю, чтобы попкорн заранее приготовили. Потому что после Silent Hill, раз хорроры так просите, Дегендей, вот, ну, все одобряете еще точнее. Булсенмей, там, Beast Inside, и сам тоже, потому что как бы я не против Дегендей погрузиться в какой-нибудь интересный хоррор. Причем, блять, я с гейм, нахуй. Castlevania, на что шаберись да, нахуй. Или он не нападал на меня? I'm gonna ride up to the cemetery. Вот я не смог сыграть 2 игры, которые хорошие игры. Это Сома и Мор 2.19. Вот запустил, поиграл, побоялся продолжить. Ну, Сома, проверка на прочность обзы будет. Ну да, кстати. Вопрос, как там история прояснилась про Сэма? И нет, не прояснилась. Я не знаю, о чем он спрашивал. Бельмим шел. Не знаю. Я вот видел даже, думал, может это... Ну, он... Надо по комментариям посмотреть. Я могу, по-моему, посмотреть все комментарии пользователя на всех стримах. Там какая-то такая функция есть. И может там видно будет. Так, Джо, отвернись. Бурю ликвидируем. Болта, бля. Да, мы маленький кусок она вырезали, что ли? Red Dead Town, да, просто кусок мяса лежит обычно. Баташ, Баташ, что случилось? Бурюшка, сейчас поможем. Баташ, ульдың мы? Из меня Гринпис не получился, бля. Он да, менің бурю көрбередері, көрмәң. Курган Эмберны, он убежал. А, ну ладно тогда. Ладно, файтер, әйме? Да, файтер. Курсам әйтермін. Third degree burns will do that to you. Я, ну, мен бірсін да освежать етмәдім, если что. Ярар енді, шол, яратам енді өзімнің бөрімне дегендер. Слушай, Дик, ол мен яқын бөрем ол. Ладно, курсам әйтермін. Deacon out. Хотел помочь, но получилось получилось по-абзейски, блядь. Блядь, Терминатор, Хищник Кириана, нахуй. Поклонник фильмов 90-х, блядь. Дик, блядь, так главного героя зовут Дик, оказывается, блядь. What's going on, Cope? Аль-Хат? А нет, не Аль-Хат, оказывается. Просто спуск, обычный. Блядь, мен мотоциклом барбит, мотоциклом қоя, мотоцикл, мен бірден-бір мотоциклом, и она бар. Be able to catch up to him. Да, это же Болтер. Кстати, Шураля в игре тоже есть. Шураля.
Шурали, по-моему, в Red Dead есть, кстати. Там в дополнении, что ли. Сомана Салихов очень любит, кстати. None taken. I'll find them. Пштябзы, ну, блядь. Пештиев, главный герой. Вот событие, да. Главный герой стал Пештиевым, блядь. Самый настоящий Пештиев, блядь. Boozer, no, you're gonna get yourself killed. You gotta wait till you're whole, brother. Сома для меня шедевр. Вот Сома. I'm over here anyway. Сома мне вот поначалу такая очень понравилась. Такая задумка, такая роботы ведь тудым-сюдым. Но у меня, наверное, с ним Tonight. почему такая, ну, блядь, килябра нахуй, бандану такана, он с кем, блядь. Я от него, наверное, тогда ожидал другого, что у меня какие-то были. Ну и еще у меня был с Сомой, почему, наверное, мне Амнезия понравилась больше. Так, Амнезия, я говорил, это штрадеры вообще. Очень страшно было в нее играть. Ней. После Амнезии, видимо, я очень сильно ее ждал. И поэтому как будто у меня ожидания были завышенные от нее. Вот почему, наверное, она мне как-то так воспринялась. Еще я таки начало там посмотрел, блин, вообще прикольно. Тага, блядь, меткий стрелок. Килеп житкян тага, нахуй, каким-то образом, блядь. Ну, снайперлар, блядь. Хищниковый гюрилер, нахуй. Сома у меня, по-моему, на старом аккаунте еще была. Блядь. Патрон под камень, нахуй. Ой, блядь, давай лечись, блядь. Так вот, я там, по-моему, не договорил или договорил мы то, что вот вроде как бы, если даже Doom 3 не пугал, но Амнезия, когда вышла, и она мне все равно пугала, поэтому, мне кажется, это вот индивидуальность какая-то, индивидуальный момент есть. Мне кажется, надо какое-то сообщество создать людей, которые, типа, боялись Doom 3, потому что, мне кажется... Это, конечно же, почти Last of Us. Да, Last of Us, ха. Но референс Лара Баршел. Хутак шейни безнен обзы, блядь. Home of the Free. Ладно, Юрий безнен, да нахуй, да. Аптечку используем. Уф. Эй, покататься не дадут индомиаманда просто, блядь. Отмаля, блядь! Сука, барып келем инде, нахуй, харана сыккен жиын, блядь. Но мне сейчас специально такие, блядь, вот так баш. Специально про Beast Inside, кстати, ничего не смотрю, так, чтобы спойлеров никаких не поймать. Альхать! Так, винтовочка. Снайперская винтовочка, блядь. Ладно, не буду брать. Одно тяжелое оружие только я могу брать, видимо. Накрафтим, блядь. Все, Волгандер инде. Тут говоришь, кстати, Last of Us, и я вообще думаю, что это Last of Us для мужиков инде. Без ЛГБТ-щины, вот этой вот темы инде. Фури, что ли, хайрухавар. У того мужика, что ли, которому застрелили, снайперка. Ну, что-то, мен думал, конечно. Хотя, может, снайперку взять, блядь. Мында, таги, Ерахтан всех выцеплять, мон, нахуй. Хищника с одного выстрела ликвидировал. Ну, если его можно ранить, можно и башен отрага, блядь. Просто, как там говорил, наш, как завещал Арнольд Обзой, блядь. Так, мында тугельдеринде, я так понимаю. Просто мында. На антураж засмотрелся. Альхат? Блядь, а неплохо так, ну, и игра для... Батяч, вопрос он, да, мигает. Вопрос хабар килдеркемики. Башыңны ейінді, блядь. Нет, иілмешегіні. Мындадыр енді. Мое фирменное. Вопрос. Анда, аля женщина кричала, блядь. Ана, ашарлар енді, как тот волк умер. Батяч, ойнай ведь.
Или это просто зомби, мол? Эй, блядь! Даже зомби даму вперед пропускает. Я думал, там кому-то помочь надо, блядь. Или сюда мы нам. Биг Аур маневрирует мотоцикл. Ну, такое, да. Ну, хотя бы у него какая-то есть. За счет вот этой вот то, что им сложно немного управлять, какое-то ощущение того, что ты не можешь расслабиться, зря как будто какие-то усилия прикладываешь, имеш. Ладно, буякка бар. Карта бардыр ол мында. Ну-ка, мэп. Так, точка раз. Here's my storyline. Chasing Leon. Мынау бар их, ладно. Барып қарайық. Да, я не ожидал, что мы за Days Gone столько проведем времени. Ну, такая неплохая игра, такая поболтать, дегендай, обсудить и... Бля, это лучше Far Cry, но хоррор инде. Да, хоррор, да, не сказал бы, что это хоррор. Что-то биг хоррор, хорошо, Yeah, nah, you gotta leave the bike out here, Deke, or it'll pull all of them down on you. Здесь Леша, мол, нахуй. Да нет, я бы не сказал, что это хоррор. Но ночью может играть драк. Баташ салям. Ночью какая-то пугающая есть. Пугающие чувства. А так что-то скорее экшен, наверное. Но Far Cry вот отдает, да. Обсудим все, что угодно. Точно так сюжет. Ну. Альхат? Ну-ка, братан, сбить я смогу мы сегодня, а? Он тоже сказал Альхат, по-моему. Или watch out, дегендер. Ну, мне послышалось Альхат, блядь. Альхат, дегендер, блядь. Эй, блядь. Тихо. Болтушкин вход сейчас пойдет, блядь. Так, калаш-то 19 патронов. За дело. Блядь. А, у меня же кувырок есть, нахуй. И кисага тут ты мне вспомнил, что у меня кувырок. Альхат. Маневрюшка производим. Блядь, вот эти есть 6 врагов, которых мне надо победить, что ли? Ой, стамина бытканика, нахуй. Бу, Dark Souls. Вот так, бочка харна, егетлер. И бочка там хазер. Not bad произошло, по-моему, зомби. Хедшот. Угу. Зряк, у него аларга керек, видимо. Хедшот, угу. Тухтап тұрали, блядь. Эй! Нихера себе четко разобрался, блядь. Он там бір Пштиев гуляет. И красавица, ну, аударганнар ведь, блядь. Акробатические движения вставляют в тупик зомбаков. Ну, блядь, они такие, что за хуйня, блядь. Ну, прикольно, погодные условия. Короче говоря, это Red Dead Redemption в мире зомби. Да. В принципе, неплохо. Вот как, есть же вот эти вот рейтинговые шорты, типа I mean, it's alright, like, вот типа вот про эту игру можно так сказать. Типа, кому-то, мне кажется, кто-то скажет вообще, вот Джо вот говорит, типа, охуенный, типа, прикольный, вот, мне кажется, вот. А так, в среднем, нормально, так говорит. Любителям зомби-тематики, мне кажется, очень даже зайдет. Неплохо работает, кстати, болта, блин, даже. Ну что, Туслар, следующую кущабыз мы. Время уже 2:20, пипец. Он да еще ничего иного. Порог вхождения, санда, инян куткая, блядь. Я не знаю, если единогласно готовы посмотреть следующую игру сегодняшнего хит-парада, так сказать, то Хуарибас. Блай, все зомби будут уничтожены. Так скажем, очищаем от зомби.
Ну, мында биграк зомби нападение инде какое-то. Здесь, мне кажется, я как-то проебал дырында. Патроны, наверное, как-то можно было собирать. У меня что-то бір патрон даю. Блин, мотоциклны қалдырға опрасно, блядь. Сызғырып керек емес, блядь. Red Dead 6 кебек, нахуй. Ладно, все съебываем отсюда, блядь. Радар вообще на другую сторону показывает там. I guess I'll come back here and finish burning this infestation zone later. Так, блядь, мне бензин надо на минималюшкине, блядь. Let's see what I can do. Так, а бензин-то мне где достать? 10%, блядь. Прям мотаю, как в папке Тохта. Да, я в папке, кстати, мало ездил на мотоцикле. Но после этого, после, как его, рыцари Аркхема, или как называется это? Рыцари Готэма, оно намного лучше. Он да вообще инда пиздец, блядь. Мында совсем бутылка, блядь. Самоуничтожиться хотел, блядь. Бірге яны бөлік дейінді, нахуй. Все. Блин. Что-то я не знаю. Үшінші ойын сегодняшнего хит-парада. Крайне не Виталий, крайне. Крайне с огромным порогом вхождения. Ghost of Tsushima. Или что у нас еще есть? Контра есть. Или Сифу. Я вообще Сифу хотел бы, да? Но не купить тенега. Days Gone неплохо так пошел. Контра или Ghost of Tsushima. Мне вообще показывает, что никого нет. Опрос оставлю. Маленький перерыв сделаю на 2 минуты за водой. Пойду воду принесу. Томак кип-то сейчас. Так, что играем дальше? Мы тут решили попрощаться с Плюсом. В итоге, видимо, не будем прощаться с ним. Так, дальше. Это 3-я игра сегодняшнего хит-парада, которую я хотел посмотреть. Так. Сушима. Или Контра. Так. Что играем? Надо с ошибкой написал. Что играем, блин, дальше. Так, сейчас на 2 минуты прервусь. За водой схожу. Томак кипте. Вы пока можете, если у вас есть возможность, Томак кипкен гафуйты проголосовать. И тоже можете чай там приготовить, еще что-нибудь.
Гадэм, ни хрена себе, да, за контру 80% за контру. И за Сушиму 20. Видимо, 80. Ну, контра, ну, с удовольствием, я прям удивлен, что за контру столько голосов. Как говорится, с удовольствием, как говорится, Берним, да, можно даже до конца готов с удовольствием пройти, потому что мне прям руки начесались. Сушима, конечно, мы сегодня собирались попрощаться с PS Plus за игрой Сифу, которая скоро тоже не будет доступна. Ведь у меня Beast Inside, если что, возникнет утра, установлен. Я его вот как купил, я его установил, я его не удалял даже, потому что, ну, как бы давно у жены, давно хотел быть на ТРГ. Посмотреть ведь, например, да, поэтому я его даже не удаляю, потому что немного он весит, вот поэтому, который мы хотели. Думал Ghost of Tsushima посмотреть, так говорят. Ну, вот сегодня вот по плану были Сифу, типа Ghost of Tsushima и Days Gone, да. Но раз как бы есть желание на контру, то, ну, пусть будет контру. Что за игра вообще? Ну, это хоррор, короче. Это очень очень хороший трейлер, в общем, имеет очень положительные, хорошие отзывы. И поэтому я его приобрел специально вот по рекомендации Салихова. Вот. И поэтому обязательно, который будет, я думаю, на канале в ближайшие дни. Хоррор, да, хороший хоррор, говорят. Даже вот по роликам, которые я смотрел, лучшие современные хорроры, типа да, его ставят, он в топах находится. Что сегодня будем смотреть? В смысле, что сегодня будем смотреть? Мне. У тебя там, походу, задержка, наверное, или нет? Контра же, он же контра. За контру 80 голосов. Контр. Короче, я не знаю. Я аркадный режим немного проходил. Так, континью Авасам, он, наверное, загрузится уже. Здесь режим челленджи есть, потому что у меня настолько руки чесались в эту контру играть, но меня там без вас не буду трогать. Меня там. Поэтому я даже на золото прошел здесь все 3 челленджа, потому что мне там хочется типа пройти. Story mode я немного начал, даже до 3 уровня дошел, поэтому делит сделаем и все. Так, короче, я думаю, он спросил... что сегодня будем смотреть? Beast Inside, что ли? Ну, я, наверное, что-то не уловил. Я думаю, он спросил, Beast Inside сегодня? Нет, как бы сегодня нет. Beast Inside. Нет, Beast Inside на отдельно прям. Отдельными стримами. Зачем? В одну кучу не будем смешать. Контур, конечно, тоже. Но просто я подумал, полчаса. Нет, сегодня нет. Отдельным стримом его. Это прям... не смешивая ни с чем. Я как бы несколько игр делаю в тех случаях, когда ты посмотреть и все, ты брега хоррора, что это такое, и все. Так, сложность easy, normal, hard, easy. Так, средний, наверное. Короче, здоровье есть one hit kill и health meter. Я не знаю, для первого прохождения, наверное, поставим все по стандарту. Кэмбль Билл Рейзер, великий главный герой. Я какие-то бусты покупал. В общем, ничего я ставить не буду. Короче, по стандарту все. Не смешивайте, а то плохо станет. Нет. Beast Inside, один из тех, вот как Alan Wake 2 тоже. Alan Wake 2 тоже как отдельным стримом. Но вот мне кажется, Alan Wake, возможно, будет один стрим. Потому что если он будет хуёвый, если он будет затянутый, его я что-то не знаю, мне кажется, не особо будет интересно проходить. Контра, да, конечно, ролики, я не знаю, к чему они, Мандаби игра Кулныни, здесь вообще аркадный режим можно просто проходить, потому что вот этот режим, он какой-то немного, здесь прикручен сюжет, атакшены, короче, вот такая тема, 6 месяцев спустя. Вот вообще, да, надо ж к нашим... надо шел. Вот ключевое слово надо, да, тоже никого не хочу обидеть, но Last of Us, сам не горю желанием ходить до конца, да.
We should assume the worst. Speaking. Their source code. Вот тоже, кстати, да, студия Konami, блин, я не знаю, иногда у меня как бы такие есть мысли, что вот игровые какие-то студии говорят же, типа, почему они не сделают такую-то игру, там, или такую-то, секую-то, я скипнем, нахуй, да, нахуй. Типа, почему разработчики не сделают ту или иную игру, битнда? И я вот про себя задумался, вот... Они ведь делают какие-то там продолжения каких-то игр и делают какую-то хуйню ведь просто. И разработчики агрятся, и геймеры агрятся, и все говорят, типа, что за херня ведь, где вот там наш любимый там такой-то уен ведь, да, именно. И я потом в какой-то момент задумался, а может разработчики просто не видят ту другую сторону? Они просто не знают, типа, как вот, что, чего хотят геймеры. И вот, получается, понадобилось почти 30 лет, да, или сколько лет, чтобы разработчикам контры понять, что вот это то, что нужно фанатам контры, ведь, да, они какую-то хуйню лепили, ведь, да, столько лет. Вот этот последний контра Roach Corps, это такая хрень просто, абсолютно. Ну, блин, может, кем говорят, ну, пошагандерин, да, но контра, ведь, да, она как Castlevania, ведь, она должна быть сбоку, блядь. И до этого предыдущая нормальная контра, это была контра Shattered Soldiers, но она так безбожно сложная, ведь, да, игра. Ну, это сразу этамин, да. Вот, наверное, мне кажется, некоторым Нидерга, вот Джога, мне кажется, или Артуру, вот контра, наверное, непонятно, почему вот эта вот игра великая, ведь, это, типа, почему вот это продолжение, почему она как бы, ну, как бы значимая, ведь, это, потому что, ну, я не знаю просто, играли ли они в детстве в контру оригинальную. Ведь кто не играл, мне кажется, вообще скажет, ну, типа, что это за херня вообще, типа, абсолютно. И эта игра еще, ну, как бы я за нее заплатил 3 косаря, на секундочку, 3000. Ведь, ну, и эту игру ведь стримили вообще все ретро-геймеры на тот момент. Ну, не на тот момент, когда она вышла, Киномонар все стримили эту игру. Единственное, наверное, с чем я соглашусь, вот с этим стримером Ben X Phantom, который говорил, что, блядь, вот оркестровая музыка все-таки, блядь, не то, конечно, для контры, все-таки она должна быть немного другой. Блядь, может, нахуй аркадный режим поставить? Их утахчение купмен, да, блин, в этом режиме. Попробуй режим оверлоад. Не хочу использовать оверлоад, ну ладно, блядь. И что мне это дало, интересно, блядь? Что, он прыгает выше, блядь? Замораживает время. Скажу честно, у сегашной контры картинка мне больше по душе. Это у которой мы смотрели тогда на стриме? Ну, тогда этот, мне кажется, тебе самое то, это Blazing Chrome, который вот выходил, ведь, прямо вот та контра, о которой ты говоришь, Blazing Chrome, это как будто продолжение вот именно вот этой вот контры Hard Corps. Она прямо один в один и по ощущениям, и по графике вроде такая же. И не, по всем каким-то параметрам прям много шага не дошел мне. Слишком много болтовни для контры вообще. Но еще многие фанаты контры очень хвалят игру под названием, как она называется, Hard Corps, по-моему, для PlayStation. Для PlayStation 3 она выходила только в PSN. Вот. Мне она как бы не особо зашла, но вот после рекомендаций некоторых уважаемых... Бета Шортс перезалил? В смысле перезалил? Ну, у меня на стриме был вот Шулгана. Ну, который вышел, который позавчера перезалил, да. Блять, как этот-то делать, нахуй. Картинка, ты говоришь, вот, больше по душе, но вот прикол в том, что даже вот не в картинке же дело, а в том, что они просто не делали контру сбоку. Вот что сложного ведь, да, им сделать контру сбоку. Ёп, блядь, Элейнди, Руш Корпс там выходила, Элейнди, Нилляр. А то же самое, просто я немного ее там подсократил, чтобы она там долго не была настолько.
Как в детстве инда нахуй. Сразу сердцевина на Йорамда и все инда. Но настоящая боль, опять-таки, повторюсь, в игре контра, опять мы на катсценалар, на куб играем. Самая настоящая боль в игре контра Shattered Soldiers. Поэтому, если вдруг вы хотите посмотреть на то, как я агрюсь и как мне больно, дегендай, то голосуйте за стрим контра Shattered Soldiers. Потому что оно реально утерликтугаль просто вообще. Это что за нейл, блядь? Уля, пора, вот мне до сих пор охуеваю. Вот Dark Souls, это вообще детский сад, нахуй. Это именно детский сад. Если вы, не играли, опишу просто. Это просто детский садик. Я даже придумал какое-то маленькое описание, как можно описать Cuphead. Вот ты же, Салихов, играл ведь на Cuphead? Представь, что тебе нужно пройти первый остров Cuphead, потому что там, конечно, немного иначе, но вот по ощущениям, чтобы примерно описать, представь, что нужно пройти первый остров в Капхеде, ни разу не умерев, ни разу не получив дамаг ни у одного босса вообще, иначе все сначала абсолютно. На 3-м ли боссе, на 5-м, неважно. Все нужно пройти no damage вообще. Вот это более-менее примерно можно будет получить ощущение того, как нужно играть в Shattered Soldiers, чтобы его просто пройти. Уля Параль, Бержирдеде, Ульмяске практически. Гузель, привет. Капхед играет мой сын, кстати. Молодец, это авиатуен дегендай. Капхед мне вообще не был сложным, я от него удовольствие получал. Ты ему можешь дать контра Shattered Soldiers, если, как говорится, психика сан нитерга улясан. Но шучу, не надо ни в коем случае Shattered Soldiers. Это просто, вот за все мои годы в гейминге, блядь, Яңысы шыққан еді. А не знаю, я только Яңысы? Еще, да? Капхед нет, Капхед... для меня нет, я вообще с удовольствием его проходил, потому что я люблю очень run and gun. И вот, Узел скоро трясся, вот сейчас мы играем run and gun, и Капхед это просто один из лучших run and gun'ов, на мой взгляд, абсолютно. А какой еще новый Капхед? Я знаю только DLC, мы же его вместе проходили. И все, больше я не знаю. Это мое желание просто, что будет новая часть. Шахсан идейкан, да. Наверное, Зарек придется подождать, мне кажется, игра долго делается, друг. DLC ведь сколько ждать пришлось. Капхед, кстати, почему мне вот сложным не был, многие же на нем психовали, а я просто наслаждался этой игрой. Думаю, настолько красиво, настолько... Я еще так как вырос на Сеге, Дэнди, я настолько с усадом по хорошему раненгану, контра не выходит кишища. И поэтому, когда вышел Капхед, я его очень долго еще хотел поиграть, его не было, и я... Какой там психовать, я просто счастлив был, что он там вышел на PlayStation 4. Красивое, вообще прям не то слово, прям красивое. Я просто прям визуально наслаждался игрой. Поэтому у меня даже мысли не было, там что-то на что-то агриться. DLC посложнее было. Не знаю, самое сложное, я единственный, где бесился там, это когда я же его еще на харде прошел полностью. То есть настолько мне игра зашла. Даже на харде прошел. Единственное, где я бесился, по-моему, на харде у этого. Как его зовут? King Dice, короче. Вот он действительно какой-то безбожный босс вообще. А все остальное я прям с удовольствием просил. Мне просто было мало игры, и поэтому я там почти все прошел. Мечтают, чтобы все на свете играли Hollow Knight. Hollow Knight на Бельмем шоу. Я на каком-то косплей-фестивале был, и там какая-то девочка, косплеерша, она, короче, вот играла Hollow Knight. Это все, что я знаю про эту игру. Единственное, что меня немного настораживает вот с этой контры, кстати, сложная игра. Не играл, видел только. Я думал попробовать, потом мне там... что-то... Не знаю, про что мне там... Единственное, что вот насчет этой контры немного настораживает, то что она как будто слишком... Ее как будто боялись сделать сложной, наверное. Но,
кто, мне кажется, разработчики молодцы. За что я меня батага, блядь. Оружие потерял свое модное. Что они хорошо сделали, то что, типа, я думал, дети играют в Brawl Stars. Brawl Stars до сих пор играют, да? Что-то... Я даже, кстати, не знаю, что это такое. Я вот часто слышал про него, но не знаю, что это такое. Вернусь к мысли, что вот у этой части контры хорошо, типа, если ты не хочешь сложного челленджа, ты можешь играть на нормальном. Там вот куча здоровья, там тудым-сюдым. Если ты хочешь хардкора, можно поставить режим, в котором там one hit kill просто. Напомню безбожную игру Contra Shattered Soldiers, а там нет такого режима. Ты там хочешь игру пройти, дорогой мой? Просто пройти хочешь? Пожалуйста, пройди ее идеально. Просто идеально пройди. Вот, чтоб просто пройти именно. Вот. А потом уже хоть что делай. Вот это что за извращение, шухаты. No damage надо пройти игру, чтобы просто ее пройти. Это где вообще видно такое? Шухатлям ненавидеть надо ведь. И самое обидное, что игра красивая. Потому что вот какой-нибудь Battletoads, он просто, на мой взгляд, кривой. Я вот сижу, блядь, во всех этих группах, там, блядь, иногда так... Это просто надо уворачиваться, блядь. Блядь, я потерял хорошее оружие, да, вообще, блядь. Хоть какой-то челлендж появляется. Я надеюсь, подальше, в дальнейшей части игры больше челленджа появится. Ну и вот, многие, ведь, там, Киноманар, ТГСМНЦ, они все там, ведь, говорят, что вот, Battletoads, ТГСМНЦ. А я там никого не хочу обидеть, но считаю, что Battletoads, он просто, ну, не знаю, местами просто как будто на похуй программирован, блядь. Там какой-то босс есть, Шар, блядь, я уже говорил об этом на стриме. Какой нахуй Шарень, да, блядь? Не менди босс, какой босс Шарень, да? Разработчики как будто просто сказали, айдам, да, какой босс сделал? А шар был, просто шар. В смысле, просто шар? Может, он какими-то пушками? Нет, просто, блядь, тугаряк, блядь. Просто шар. И Хоберсон, игрок Ларна. Блядь, о чем они думали? Не что это за босс вообще? Не шар самого, блядь. И вот такие моменты думаешь, блядь, о чем вообще думали разработчики Battletoads? И типа многие считают ведь его там самой хардкорной игрой. Я считаю его просто криво спрограммированной игрой, блядь. Чего не скажешь на секундочку про Shattered Soldiers, который идеально спрограммирован, блядь. Ф, третий Ф. А, я потерял Ф. Усиление Ф потерял. Помню, да, я его тоже пересматривал. Там и стрим был, и ролик был, он, да, Кутляриандын, да, нахуй. Так и не прошел этот. Еще настроился пройти, он, да, блядь. Как тебе, кстати, это контра, Салих? Блять, лазеры надо было взять. Эй, блять, ладно, огнемет у меня есть двойной, блять. Зря Гёндрык. Зря Кутлярианцен, нахуй. И вот, блядь, да, авторы контры тоже, наконец-то. Я вот там начал мысль миллион лет назад, то, что они, возможно, не совсем разработчиков, игроков, наверное, могут понять с той стороны. Это мы-то, ладно, видим то, что нам нужно, понимаем. Разработчики, может быть, и не могут даже понять, что нам нужно. Типа, мы же делаем новую контру, блядь, трехмерную, мандына, моторную. А что им не нравится, блядь? И вот, типа, им понадобилось почти 30 лет, чтобы понять, что контра вот такой должна быть. И они такие, вот это вам нравится, блядь? Я бы точно не играл, посмотреть можно. Ну, меня как фанат контры, но ждал иногда. Но понимаю, что годы ожиданий этого, конечно, мало. Потому что этого все равно как будто недостаточно для такой великой игры, как контра. Блять! Кенджин. А версия на Сегу тебе больше нравится, да? Блять! Пожарчик небольшой.
Бля, я не на то оружие оверлорд сделал, заебись мне, блядь. Ладно, автомат-то не возьмем. Ой-ой-ой, блядь, двойной автомат, нахуй. Я вообще эти уровни не помню. А ты играл, да, в эту часть? Блять, у меня оружие вот так слеп алган, блядь. Я его все победил, мол, нахуй. Все. Следующий уровень я не играл. Первые два уровня я просто играл, что он кроме да, ничего не удивляет, блядь. Ладно, надо было аркадный режим ставить. Мы до парохотахщей, наверное, полностью пропускаем, блядь. Конечно же, без Лэнс. Ой, Билл Рейзер. Хотя этот уровень, я, по-моему, тоже прошел в аркаде, блядь. Не помню инда вообще. Но когда вот игра вышла, инда, все ретро-геймеры, все стримили просто. Все. Киноман, по-моему, один на удивление не стримил, кстати. А так все. Бен, Култ, Хартлар, Барса, да, все стримили. Пиксел Девиллар, все инда, короче. Все ретро-геймерлар. Все стримили. Киноман до сих пор, по-моему, если не стримил. Какие черепашки-ниндзя. Старую контуру тогда еще в детстве. Я вообще... Так это же не ремейк. Блять, это ты не... Так, что взять? Ну, много алсайн. А, погоди, автонаведение? Блять, проебал инда автонаведение. Великие вздохи персонажей. Блять, сука. Ты за это заплатишь, блядь. Я помню, X-Phantom на этом что-то бесился, то, что нахуй, говорит, им голоса сделали, типа вот эти вот всякие. Ретро-гейминг всегда будет в топе, а новые поиграют и забудут. Ну, Ансабар, да, мне кажется, уже какие-то... Вот у Киномана он, ведь, проходит уже вот, как его там, GTA, Vice City, Мафии, там Silent Hill он сейчас проходит, 4-й. И уже они стали ретро, ведь, по сути, даже, вот, если так подумать. Блять, цыкен, гранат на жиберде, блядь. Так, М сыгылып кетсин, блядь. Блять, что-то... Ну, это уже новые уровни, тут я как бы особо не знаю, чего они. Я, по-моему, вот это играл на PlayStation 3, который играл, Hard Corps. Она вообще была очень сложная. Я даже первый уровень не мог пройти. Потом посмотрел какой-то лонгплей, и я там только увидел, что как проходится тудым-сюдым. Я что-то вообще хотел игру бросить. Ну, и она мне не нравилась из-за того, что такие персонажи какие-то неизвестные были. Опять. И поэтому же они вот здесь всех классических персонажей вернули. Они даже вернули персонажей здесь. Я не знаю, в курсе ты или нет. Сталкер тоже, наверное, уже ретро-гейминг. Ну, Бельмим, кстати, я не знаю даже. Но Сталкер там особо не обсуждается. Там Мафия первая, вот какие-то такие игры. Ну, наверное, можно назвать-то. Можно назвать. Ну, у Сталкера как будто своя какая-то каста этих фанатов определенная. До сих пор ведь есть группы, где прохождение там только Сталкер играет. Это автонаводка. Ну, вот этот босс, короче, был, по-моему, в Супер Си оригинальном. Но мне интересно, кстати, твое мнение, Салих, насчет вот именно Contra Shattered Soldiers, потому что там музыка ведь, да, Акира Ямаока ведь, да, жарит, гитарист ведь, да, просто безжалостно жесткая музыка там крутая просто. Модируют.
В смысле, модифицировать, что ли, имеешь в виду? По-моему, я вот до сюда доходил в аркадном режиме, дальше вроде не играл. Тот на стриме... На стриме контра для меня самое то. Я правильно понял, да, тебя? Ну, тогда я в любом случае сделаю этот стрим по прохождению вот Shattered Soldiers, потому что кем присоединиться, посмотреть на мою боль. Даже он какой-то полухищник, полужелезный человек. А, нет, я играл, оказывается. Я этот уровень прошел, я вспомнил. И этот уровень прошел до конца, блядь. Блядь, Сиккен. Такое оружие проебал, блядь. Вот для меня, кстати, если кого-то вдруг интересовало мое мнение, эта игра у меня вообще даже вне оценок, потому что это просто... Мне даже не задумывался. Единственная цена, конечно, дороговато была за эту игру. Мне кажется, некоторые люди в чате вообще даже не заплатили бы за эту игру такую сумму. Но она и даже по скидкам не идет, кстати, абсолютно, потому что, Интересует твое мнение. Блядь, Утердляр. Вне оценок эта игра, короче. Вне вообще. То есть, если там какие-то и оценивать из того, что мы играем на стриме, этой игре, вообще даже нельзя, мне кажется. Она как Мафия Definitive Edition. Типа, просто то, что она есть, это уже подарок судьбы. Мне страшно спрашивать, сколько стоит. 3000. 3000. Я когда увидел, даже для меня это было дорого. То есть, все равно хайбаты. 2500 еще край был, более-менее, который можно не торгая. Но 3 слишком дохуя. Учитывая, что она проходится где-то за 1,5 часа. Да, великая контра, тудым-сюдым, но все равно 3000, я считаю, дорого за это. Блядь, как. Но у игры высокие оценки, хорошие, по-моему, продажи более-менее. Потому что фанаты будут покупать. Менен бетін ойындар алған больше 1К не вышли. Кстати, мне какая самая дорогая игра, которую я покупал, интересно? Даже не знаю, кстати. 5 тысяч, наверное, что-то я покупал, Дарл. Самая дорогая игра. Я вот даже на днях нашел этот чек свой от... Не на днях, а сегодня на днях, блин. Нашел чек от Wolfenstein New Colossus за 4000. Поэтому я его захуесосил, кстати. Потому что, когда ты покупаешь игру за полную цену, у тебя совсем другая оценка этой игры. То же самое про... Я рассказывал, по-моему, на стриме. Блять, у меня 1 хит вообще. И босс Хакель, ведь там. У меня в детстве только на пиратстве прошло. А мне кажется, у всех прошло, Дрол, так. Время же такое. 1 хит и босс Хакель, ведь так. Аж прокручусь, блядь. Малая, нахуй. И вот, Wolfenstein... вот я говорю, история про Evil Within 2. То, что... Я ее купил за 4000 и ожидал намного большего, потому что Дуртмингаалап, я был крайне разочарован. А мой знакомый, который ее там купил, за 900 рублей, он говорит, охуенная игра, мен там 99 жүзге, мен там охуенный дренде, блядь, а Дуртминга алганда, нахуй, я имею право говорить, что это, блядь, хуета полнейшая, блядь. Потому что я, не то, что никого не хочу обидеть, но я заплатил полную цену и ожидал все-таки... на уровне первой части игры. Торрент One Love, Хаттаб One Love. Сып салды на какой-то инопланетный Пештиев, блядь. Ого, блядь. Come on, man, come on. Хаттаб. Вот, кстати, многие говорят про Хаттаба, да? А я что-то, не натыкался. Я в основном, у меня было там РГ-механики какие-то были. У них прям самые такие классные сборки были, типа там разные озвучки, тудым-сюдым. Поэтому самые там наибылые, да. Я вот предпочитал, правда, у них не всегда были.
Не всегда были все релизы, но тем не менее, короче. Блин, мне кажется, может, если на хард поставить, тут не реактор будет CSGO, а зря увлекательнее, потому что мандаты... Ну, человек проходит контру, проходит ее неплохо, да янчики. Вот, поэтому со стороны механики через... Ну, механики через торт качаешь вроде. В смысле торт? Торрент? А хатап как было? Блядь, а что я оружие не подобрал? Нахуй? Еще же там какая-то игра от первого лица выходит с Микки Маусом. Так и Шакмел, что-то там, задержки какие-то. Я не знаю даже, даты релиза, по-моему, нету. Кстати, вот сегодня Артур говорил еще тоже насчет Биошока, там новую игру, новую часть Биошока анонсировали. Ремейк Биошока, говорят, блядь, первой части. Тоже... Ну, Биошок первый, по-моему, в каких-то кругах там культовым считается, но для меня первый Биошок, я типа его в свое время не играл, поэтому как бы хорошая игра, но культовый статус для меня что-то, ну, у меня для него, у меня он не занимает. Да. Самые теплые воспоминания, это когда я играл Дэнди Сега с братом. Ну, он да, да и вообще, как бы самое золотое, мне кажется. Сюздаю. Великий Шахлар. Я помню один раз бабайская школьная история легендой. Что-то мы собрались с одноклассниками и, по-моему, жестко прогуляли вообще школу, короче. И что-то то ли мы пришли на уроки, и там какого-то урока то ли не было, мол. И мы такие все, короче, давайте, говорит, все не пойдем, короче. И все не пошли, и пошли к одному товарищу. У него там было Дэнди и Нейнда. И, получается, у него провели весь вечер, ну, вторая смена была, и шел вторую половину дня, и, ну, как бы веселое время, а потом, блядь, пиздюлей получали, блядь, со школы. Вот почему вы все, блядь, барменов с Дерска, там, тудым-сюдым, короче. За что жестко влетело, и шел есть холды, да. Такой массовый прогул волды, да, блядь, что-то я жестко лажаю. Да ёптерн, что-то меня расслабился. Босс хакер житками, блядь, без оружия, блядь. Буға шарға келген біздің боец. Вот этот босс, кстати, был классический. Прогул для таких историй. Для таких историй это надо. Опять Т9, да, или я что-то не понял? Бля, что-то... Зря башню хавзерга надо, походу, спустя полчаса игры в контру. Так, мы видим... Блядь, меня уебали. Здесь есть какие-то челленджи проходить, no damage вообще боссов, блядь. Кулон надо отстрелить. Вот, кстати, немножечко. Бумана кирякмен есіздерінде нақсырағаны. Типа, в чем сложность Shattered Soldiers? Вот, внимание, мы видим босса, ведь, да? У него есть там 2 щупальца и есть баш, ведь, да? Небольшая лекция. И в игре, в Shattered Soldiers, есть типа индикатор, типа прохождение уровня там от побитых врагов считается процентовка, короче. Прозвучало. И получается, босса можно там убить, типа просто стреляя в голову, ты убиваешь босса и молодец. Но
Конечно же, процентовка будет меньше. Чтобы 100% пройти уровень, тебе нужно отстрелить все щупальца, убить всех врагов на уровне, бірсінде не пробежит. Бірсі мимо пробежит, все, ты 100% за уровень не получишь. И вот у Ляпара сказали, чтобы Shattered Soldiers нужно пройти, шел бытуне бердерно. На всех уровнях нужно выполнить. Это что за извращение, нахуй? Босса, например, то есть нельзя просто быстро убить. Его надо сначала все щупальца ему отстрелить. Бытун был дополнительный нилярен, только потом там полностью добить. Ну, здесь-то похер, конечно, но Ванда, по-моему, он так не погибает. Блять, не погибает. И при этом Shattered Soldiers просто, ну, потрясающе выглядит. Там отличная механика, просто все идеально. Претензий к ней абсолютно нет. Battletoads gibi kıyık түгел. Лэнди атак шарлар кумыанда. Просто она сложная. Вот Shattered Soldiers. Пиздец, меня убили. Shattered Soldiers, тут про нее вот, слово сложно, она подходит. Так, перк шоп хакер, что ли? Affordable. Так, 1А, блядь. Мэнсом, нахуй. Ну, сам тугальдарин, да. Так. Можно вот эту музыку включить, блядь? All perks. Ладно. Эй, баштан, болмаса инде, нахуй. Меня убили, дайте философствовать. Красный Рэмбо, нахуй, блядь. В детстве ведь тоже Рэмбо, блядь. Рэмбо. İğnenin betteriyken, блядь, баштан, нахуй. Уф. Пиздец. А чё я зашел бы перкшопка, нахуй? Кутарма кирдим ми анда, блядь. Ой, блядь, баштан екен, нахуй. Охуеть екен мында, блядь. Великие дюк-нюкемовские крики, блин. Бряр, если честно, ты челлендж даёт, ты капхэт тага шикельно. Просто ты юрисен, отасен. Хотя, по сути, вот тоже разработчики инды. Вот вы этого хотели? Макс? Макс, блядь. Пожалуйста, блядь. Вы вот это хотели? Мы вам придумывали новых персонажей. А вы хотели вот это? Да. Ну, Макс, блядь. Макс, нахуй. И все счастливы, главное. Ну, можно сказать, не счастлив. Но зато Shattered Soldiers попробуй он Синана, потому что он торлух тугель. Музыка сон ядрен. Я до сих пор, когда иногда, тренируюсь, с тяжелыми весами, с тяжелыми и не очень весами, 0,5 килограмм, когда поднимаю иногда там, то ставлю саундтрек Shattered Soldiers. Или когда пакеты несу домой с продуктами, Shattered Soldiers музыку. Ну, шучу, Юрий, там драйвовая музыка, которая, если что, можете ее таскать в тренажерный зал. Вот, имейте в виду. Думаю, разрабам нужно сделать опрос, что нужно геймерам. Потом делать. Вот я с этим согласен тоже. Я уже думал, что до разработчиков уже наконец дошло. Вообще до авторов. Вот Соника же тоже фильм сначала сделали. Все ужаснулись там от вида Соника. И потом они переделали. И всем понравилось. И нет никаких проблем. Нет. Юх-юх, быстро мы придумали все. Заднюю давать не будем. Они молодцы, авторы Соника. Переделали, и все довольны нахуй. Типа не то, что там, нет, оставим, народу понравится. Шар, блядь, ничего. И вот про какую игру я так думал, Аля? Вот на днях только думал я думал, что эти времена уже прошли, когда к игрокам не прислушиваются. А нет, Икен, процветает, блядь. Неменди уены, Аля, нахуй. Совсем забыл. Вот на днях только, то ли мы говорили про эту игру. Но ведь можно, услышать и сделать, и преуспеете, ведь все выигрыши будут, ведь, и геймеры, и игроки, ведь, все, ведь, будут довольны. Ёп, блядь, мы будем делать так, как хотим. Блядь, нинди уены их, Блять, какая игра больше всего дизлайков будет? Assassin's Creed вот этот. Assassin's Creed.
который там пиздец дизлайков собрало, блядь, который кучу хейта собирает от самого терпеливого народа, не терпеливого, а самого понимающей нации в мире, по-моему. A bit cute for a war machine. Даже у меня это вызвало некоторый протест внутренний. Потому что мне такая... культура Азии не инде отношусь. Якын итем инде. Японская вот эта вот тема. Ну, блясыз инде. Из игр про ниндзя, там, тудым-сюдым. Якын инде. И даже для меня это было немного не инде. Зря ты как-то, типа, чё за, блядь, what the fuck, блядь. Типа, по-моему, немного перебор вот то, что они там уже делают. Assassin's Creed последним. Блядь. Блядь. Босса надо добить, баштан начну уже. Ассасины давно померла для меня. Ну, Минг-то вообще никогда не фанател ведь, но... Ну, тут что-то уж совсем инды. Ладно, есть же там всякие какие-то другие истории. Она как бы может существовать, но, повторюсь, Assassin's Creed ведь как бы претендует на какую-то историческую достоверность, как и Far Cry. Да. Для меня вообще, вот честно признаться, если прям так глубоко брать, для меня существует только один Far Cry. Это первый, все. Все остальные это вот какая-то игра, которая придумана Ubisoft, и вот они продолжают. Для меня самый настоящий и единственный Far Cry это вот первый Far Cry от Crytek. Все остальное это уже что-то другое. Заново, нахуй. Не заново, точнее, а деление на Ямадан. Которые до сих пор так и не увидят, наверное, ремейк. Вот, что бы я хотел, наверное, это вот ремейк первого Far Cry. Тоже какой-то хороший, я не знаю, вот как Мафию сделали, Definitive Edition сделали, только не с движком, наверное, четвертого, а с движком Кризиса. Все-таки это же Crytek. Crytek, ну, движок ведь. А с движком Кризиса хотя бы сделали бы его. Тоже ведь, да, им, ну немного же надо ведь. Вот первый Far Cry вышел ведь, да, им. Просто песочница, просто чел на острове, и все, делает все, что хочет, ведь, как хочет. Просто они же там сделали какой-то на отъебись как будто сделали, поиздевавшись над... Ну, так надо же выпустить, типа, на консоли Far Cry первый, и сделали просто на каком-то печальном движке, блин. Издеваться и наплевательские отношения, блин. Ну, может, трошевый наверное, но я сильно сомневаюсь. Учитывая то, как Мафия там вот делает свои ремейки, или как Capcom делает ремейки, то, что сделали Ней, это не ремейки. Куром насмех, блядь, тауклар, не, клюйная, так сказать, блядь. Блядь! Блять, пули сквозь стены проходят, нахуй. Те времена, блядь. Да, сена, нахуй. Far Cry другой, блядь. Бля, если я буду играть в Shattered Soldiers, мне кажется, пиздец надо бомбить будет, мне кажется. Но я думаю, я эту игру не пройду. Туда пора. У вас есть игра, которую вы боитесь. Вот это, у меня это Shattered Soldiers. Так, любую игру, по сути, можно подумать и как-то пройти, понять. Shattered Soldiers, там как бы ты никак не схалтуришь. Тебе просто нужно быть идеальным, блядь. Ладно, бірнешекті алдап та болмай ол.
Там даже прикол, я, короче, читы использовал. Даже если ты поставишь чит на неуязвимость, барбер, ты можешь упасть куда-нибудь в дыру, и тебе засчитается такая смерть. Ты абсолютно даже... Он берничек-то олдап даже был мой толком. То есть даже с бессмертием тебе нужно быть постоянно на чеку в этой игре. Блять, почти в басхан, да нахуй. Блять, сыкен! Самонаводочку мою, блядь. Самонаводочку прозвучало как, блядь. Өзіңнің орақыңа, блядь. Что он там сказал? На водочку, блядь. Мистер Красные Штаны дальше пробрался, блядь. Ну, точнее, дальше, да, здоровья немножечко больше, блядь. А сейчас нас приветствует инопланетная хуеборина. А ведь есть RE4, да, тоже. Тоже күтіп қала бізді, күтіп қала. Тоже я с одной стороны даже оттягиваю удовольствие. Вот прекрасное чувство, когда ты понимаешь, что есть синий какой-то охуенный уен, блядь. Охуенный, блядь, да. Глаза опять несколько сторон. Самонаводочка появилась. Самонаводочка. God damn boy! Я алдың ма, блядь? А самонаводочка может обойти все, блядь. Қолсыз қалды, блядь, нарсакай. Блядь. Блядь, я ничего не понимаю. Мында уже азракней. Опять у меня расстроение глаз появляется. Все, инда добьем, инда добьюшку, блядь. Şaşırıyor işte sıkkınlar sakay. Да, вот он стрим по плюсу. Единственная игра по плюсу, которую мы сегодня играли, по-моему, Days Gone была. Ладно, егет ішке окраине. Потащу меня. Трофей дали, завершите уровень. Потащу, новый персонаж. Миссис Мэр келіп шыққан, блядь. Күшке, блин. Ну, уже вот следующий уровень я, по-моему, чуть-чуть видел, и все. Так, миссис Мэр нахуй в Харкике. Арианна. Рабзен красный Игет Волсон. Пока. Здесь еще вообще очень много персонажей будет. Вообще со всех контр, по-моему, всех собрали, манда. Даже вот с той контры есть персонажи. Там робот, вот этот. Есть. Так, лазер алыхма. Нет. Годем трек охуенный. Блин, где он? Тот. Это, по-моему, в первой контре был этот трек. Только. Великие ловушки из первой части на Денде. God damn, boy! Робот G. На Сеге, да, здесь нет, не знаю, кстати, какой он. Здесь несколько роботов, блин. Здесь есть проботектор, получается, который был... ну, там, типа, ну, бля, синкренда, кто такой проботектор, да, или Йохма. Просто, ну, известная инфа, кто-то знает, а может кто-то нет. Поэтому есть проботектор инда, а есть вот этот персонаж из сегашной контры инда. Блять, берешься, ауызға келіп кірмәсін инда, нахуй. Блять, это яма, наверное, туда не надо падать. Ну, вот здесь я вообще впервые, блядь. Это очень похоже, конечно, на лабораторию Супер Си. Так, Сакиряк мы визге, блядь. God damn, boy. Блядь, no damage проходим, no damage, блядь.
Мне надо было голоса записывать в этой игре, кстати. Всякие. Мне кажется, все были бы довольны. Потом все говорят, блядь, что за голоса, нахуй, что с ними, блядь? Как будто герои чем-то больные, блядь. Так, лазер усиленный, блядь. Все, усилю сейчас, нахуй. Кеть, блядь. Самонаводка Холсон, блядь. Не отдам самонаводку родную. Фейкерак мюзги. Блин, в детстве я помню, какие-то пушки, блядь, такая хуйня была, думаешь. Уф, лишь бы, думаю, не, лазер ведь надо был этот уебанский, блядь, который таукларға насмех инди, как говорится. Блядь, башка Шмидер, блядь. Босс из тоже Супер Си. Впечатляет, блядь. Блядь, ой, блядь. А, нет, лазер я сохранил. Ой, лазер, самонаводку сохранил. Блядь, наверное, огонек, блядь, летающий. Эй, самонаводка, блядь, нахуй, похуй вообще. Просто вот так можно стоять, блядь, и ничего не делать, ну, почти. Ну, музыка реально не в тему инди какая-то, оркестр у нее, блядь, не оркестр инди. Мында, как в Shattered Soldier, должен тяжелый рок играть, блядь. Вот эти персонажи, вот эти мухи, по-моему, как появились впервые в этом Alien Wars, по-моему, для Super Nintendo. И так и остались. В Shattered Soldiers тоже есть вот такие мухи. Точно так же цепляют и увозят. Увозят с официальной оплошали, кстати, да. Но есть же еще дополнительный саундтрек здесь, кстати. Блять, лапки театр мне надо, да. Просто он появляется только после прохождения, по-моему, игры. То есть здесь можно поставить музыку прямо с Дэнди, короче. Типа Konami Collection, потом есть ремиксы. Вот, но они открываются, видимо, только после официального прохождения игры. Ну знаешь, где не оплошали? Ай! Ну знаешь, где не оплошали с музыкой? Салиха. Shattered Soldiers. Прям, может, даже после стрима Юригина посмотреть музыку. Да, с первой же композиции, мне кажется, просто Ола, просто Ола, первый уровень там сразу же. Ядрёно. Блядь! Я каким-то дамаг получил, я вообще не понимаю даже, где что происходит, блядь. Позже, да, кем им приходится, блядь, вообще. Кем хоси ахлардан, кем нинди аулдан, блядь. Так, фейки, лазер был сам, блядь. Альхат! Блядь, атякщина какая-то пошла, блядь. Блять, а здесь что делать? А, Стэмбар. Типа вот прикольно то, что в композиции вот эти вот нотки есть, оригинальных композиций. Там, вот это я как должен избежать? Должен был избежать, интересно. Прям тишике, блядь. Похуй, главное пробраться, блядь. Олгара. Блядь, вообще Венер заебали, блядь. Блядь, так хуй... Блядь, ну да, башня, что это игрок, по-моему, немножечко. Похуй, прошли, да и все. Босс храна, шаврак.
Вот тоже ведь такая игра, именно тоже просто проходишь. Понятно, что ты ее пройдешь, скорее всего. Маловероятно, что ты там где-то застрянешь. Is this entire lab an alien cloning facility? Overloading the homing missiles caused a few prototype drones to lay down cover fire. Блять, попадаю я, не попадаю, блядь. Miss anything? Ну, вот там дохуя, точнее. Да, на Дэнди было немножечко попроще. Блять! 2D тематика имеет смысл быть. Блять, Мерсер качает, он нахуй, блять. Нет, вот Streets of Rage же тоже пытался же перейти в 3D, ничего не получилось там. Ну и слава богу, вот прототип игры, по-моему, который там они пытались сделать, слава богу, что он не вышел, потому что Streets of Rage провалился, да. Вот Streets of Rage 4 каким вышел, таким айвятин, короче говоря. Sorry if I'm late. О, Люсия. Люсия, кстати, персонаж из Shattered Soldiers как раз таки. Люсия. Commander Doyle, I've accessed the Red Falcon system. Desperate Path. Появил в вашей группе... Вот всего, по-моему, 7 уровней здесь всего лишь. Мы уже прошли 4 уровня. 7, 8 или 9. А, нет, больше, по-моему. Ну, Люсия нахуй, да, Люсия Матур. Че, может, под конец Цусима? Цусима посмотрим. Approaching drop. I'm gonna see what I can manage. Блядь, ну, железный человек, Юр, давай намберли, блядь. Good luck. Кутляк, блядь. Батыш, а что, у него другие пушки? Нихуя себе, блядь. У нее и пушки из Shattered Soldiers, кстати. Эй, да, давай сейчас я немножечко побегаю. Батыш, а что у него другие пушки, блядь? С у нее другое, что ли? Я не понял. Блять, туктап трали, у него пушка ларванда, блядь. Кенджин. Интересно, конечно. Орудие прямо из Ну, в общем, Shattered Soldiers вот так стреляет. Да. Контру, в принципе, вот так вот по чуть-чуть можно продолжать после стримов, как мы там проходили, черепашки ниндзя. Челлендж мы... О, челленджи больше открылись. Так, ну что, под конец Ghost of Tsushima. Резко. Штур не дождался, наверное. Суща. Один из самых популярных комментариев тоже в этом под Assassin's Creed Shadows. Это типа игра Ghost of Tsushima получила, говорит, внезапную рекламу, ничего не делая, говорит, типа. Так, until Ghost barely visible. Вот так пусть будет. Там доберется ролик Blurdain'да и закончим стрим на этом. Так, output. Night mode. Headphones? А, нет, не headphones. У вас же не headphones. Блядь, а назад нельзя, да? Difficulty. Конечно же, хардкор, блядь. Ёбаный средний. Так, English dialogue. Чё, Куросава mode? Black and white filter with Japanese dialogue. Неманды режим нахуй. Куросава есть какой-то. Есть либо японский с английскими субтитрами. Какой поставим? Куросава на индийке. Может, это можно поменять, наверное. Ладно, пока оригинал был, Турсан. Куросава интересно, кстати. Блин.
Ну, я уже ставлю игре 10 из 10 все-таки. Монгольская империя. Базингакарды. Они были жестоки. Это, по-моему, исторически достоверная история же, да? Они были неостановимы. Мы были 8 самураев против армии, сражались с этим вторжением сегодня. Сегодня я умру ради моих людей. Здесь должно быть их 1000. Мы встретимся со смертью и защитим наши дома. Паровоз. Мужество. Честь. Вот что делает нас призраками Цусимы. Самурайлар. Лорд Адачи. Ролик не пропускается. Ну, короче, под вечер кино горы. Блин, здесь надо еще 60 FPS поставить. То подтормаживает. Ай-яй-яй, бізде 60 FPS бик куерек дейсіздер. Ну, так что у меня так же работает, как у вас. Ба, так нахуй, мында корабльлер, делаем вот дома. Вторженцы, отправьте мне вашего воина. Одного вашего лучшего воина. Я Харанобу Адачи. Чувак легендарный Йошинобу Алякомович. Щейня туктыска. Бать так нахуй. Нихуя здесь дела, блядь. Да, блядь. Days Gone дугаль, нахуй. Самурай. Это монголы, получается, да, нападают на самураев? Трусы и бесчестие. Никакой пощады. Никакой пощады. Сагалепки тегас. Алан батаклары деген. Блять, вот это охуенно, конечно. Блять, уф. Вот Сушиманы, блять. Башласам, вот его, конечно, надо проходить, блин. Котагай, блять. Или нәрседер айтейн, да. Ой, не получается из меня японского воина, блядь. За Акиру Куросаву, блядь. Отушком наранили. Катсцены, оказывается, в 30 FPS. Блядь, GTA дачащий алдырган егет какой-то. Джин, ты мне нужен. Мы потеряли многих. Нам нужно продвигаться, лорд Сакай. Как скажете, лорд Шимура. Блять, уже ощущается вот резкость. Вот самое главное в игре резкость. И выдавать вот такие балетные движения. Вот. Шучу, но нету вот этой вот калиста, да, пытаясь передать ощущение, типа, тяжесть человека, добавляют вот какие-то аморфность какую-то. Бугма киряк, блядь, нахуй. Инертность, аморфность, блядь, инертность, я хотел сказать. Блядь, ховить, да, меня, нахуй. Тухтатырали, нахуй, слушали, да. Бір обучение владар, ведь, нахуй. Тухтали, аль-хат. А, квадрат екен. Туктап тұрали, блядь. Блядь, ну эффектность, конечно, мое почтение, бата. Как траться екен? Квадрат только что ли здесь есть? Шлайрах тренды.
Монгольское подкрепление. Тим монгол мы, блядь. Блядь, я надеюсь, я не своих режу, блядь. Ириди, блядь. А я думал, что ты играл. Ничего себе. Нет, не начинал. Не начинал. Потому что... ну, опять-таки, как Red Dead, надо погружаться. Не то, что погружаться, но тоже до конца проходить. Вот о том, о чем мы говорили на стриме Days Gone. Ну, надо потом играть. Ведь, я просто это понимал, что это одна из тех игр, которые нам будут синь свойма, блядь. 残された道は一つ敵将を見つけ出し討ち取るのみ最後までお供いたしますよく申した Ну, был биг режиссуровый монгольский лидер. Я готов, дядя. ここで決着をつけるぞ Мы это закончим вместе. Ну, бы не от уголень да нахуй. Дядя? Это на реальной истории же, да, Артур, основано все? На реальном вторжении же. Ну, хотя Шлайдерин, да, учитывая то, как хуесосит сегодня Assassin's Creed Shadows. Benim ismim Katun. Внук Чингисхана. Чингисханның онығы. Брат. Ты воин. Я это вижу. Ты тренировался свое... Ну, кажись... Ну да, кажется, все исторично. Не, я не знаю, поэтому спрошу. Блять, джойстик, конечно, то, как он вибрирует, ай, бля, точно скажите, да? Он прямо, что в Callisto Protocol, что здесь, он прям вибрирует, вот он же сейчас достал меч, и он вибрирует вот в манере того, что происходит. То есть, он прям как будто скрипит. Там монголов даже понять где-то можно. Аллер. Я знаю язык, его традиции, веру. Но Барбара для меня все-таки Япония как бы в сердце, поэтому понять-то может, но Барбара... Меня это все равно немного на Ирак, бар на стороне буду этого японской страны. Ты сдаешься? Сука. Пресс Х. Опять, блядь. Ой, я задрыгался.
Блядь, музыка, прям вот это вот. Вот мы смотрели сегодня Days Gone. Нет, не смотрели This Is Us. И насколько мне было похуй, блядь. А тут когда они там ездят и болтают. Имеешь в виду разговорную речь, можно понять? Бля, я думал, сейчас будет типа 6 лет назад, нахуй. Я думал, он умер. Ой, то есть умрет, типа, и будет 6 лет тому назад. И то, как мы к этому пришли. И вот, насчет того, насколько мне было похуй бить в Days Gone, и вот когда тематика интересная, тут даже, может, кто-то скажет, да, блядь, ну, обычная игра про самурая, нахуй. А так как японская тематика мне все-таки Йохан. Плечищего ргай, нахуй. То я на погрешности, я думаю, на какие-то даже могу внимания не обратить, потому что чисто сама тема прикалывает. Ну, как прикалывает, близко. Я даже, кстати, в Callisto Protocol скачал китайский язык и пытался играть так, но все равно немного не то инде. Все-таки как бы не подходит антураж тыганы. И китайский язык только из-за Карен Фукухары инде, моей дорогой инде. И вот тоже вот касательно вот Залихов, то, что ты говорил, о том, о чем я говорил, то, что очень много японской тематики, тоже слишком много. Да и все, ну, мне лично вот во все хочется прям поиграть. Ультрага нельзя, мне вот лично во все хочется прям поиграть, а на все времени нет инда. Ну, кроме Неона играть не хочется. Экзамен. Кто-то точил свой меч, воин. Моя броня. Сломана. Но это лучше, чем ничего. Вот если бы она не была open-world'овая эта игра, то я бы, конечно, играл бы инда в нее. Назад, внутрь! Какая-то красивая миссис Мыр. Как твои раны? Можешь бежать? Думаю, да. Где мой меч? Не здесь. Горишь, блядь. Горчишь, блядь. Пожалуйста, спрячься. Не трогайте меня, пожалуйста. Драматическая мольба. Блядь, у меня есть рис, блядь. Блядь, какой-то доку, нахуй. Играл вообще крутая игрушка. Кто ты? Юна. Я Юна. Я Юна, блядь. Ты хочешь свой меч? Следуй за мной. Сколько меня не было? Достаточно для того, чтобы монголы захватили половину острова. Блять, вот что охуенно порой в играх? Управление именно резкое, блядь. Нихуя только что был ранен, а ему уже, блядь, скачет от шикельда, нахуй. Подожди. Блядь, опана, нахуй. Для нее же мы ничего не сделаем, но мы можем спасти остальных. Хотя вот Нео тоже резкий, но... Нео инда. Но я опасался, что управление здесь будет немного такое тяжелое. Юна, подожди. Лорд Шимура — это мой дядя. Ты Джин Сакай, нахуй?
Внук... Ой, Нефью Камалёл. А, внук, по-моему, да? Нефью. Монголы забрали его в тюрьму. А куда они его забрали? Ист. Восток же, да? И, должно быть, держат его в замке наверху. Празднуют победу. Я могу взять их врасплох. Тебя убьют. Я спасу лорду Сушиму. Сушимому, блядь. Он свяжется с Сёгуном. Блядь, я не... Зачем ты меня спасла? Я не могла оставить тебя умирать. Мне нужна твоя помощь. Лорд Шимура может помочь всему острову. Блять, я не успеваю так и прочесть. Поэтому Вафудикс. Давай выдвигаться. Не поднимайте тревогу. Мясники. Мы ему уже не поможем. Берегись. Вот если бы игра не была в Open World, я бы ее прошел бы, конечно. Ну, так и безотлагательно, наверное. Так прям хорошая, конечно, да. Хотя вот еще стоит тоже посмотреть, я думаю, Rise of Ronin. Этот Rise of Ronin, кстати, делался же студией Team Ninja, которые выпускали Nioh в свое время. Такое ощущение, что Rise of Ronin это тот же Nioh, вот по всем каким-то вот по интерфейсу, по всему, по управлению, просто безо всякой хуеборины, которая была в Nioh. Ведь так, нихуя себе напа. Так, это что такое, блядь? Какие-то... Это чей-то дом. И они уже не вернутся. Все мемейси каких-то подобрали. Человек, который обменял твой меч, живет здесь. Торо говно, блядь. Должна быть здесь. Опа, ну суганнер, блядь. Так, ну все. Это еще уже меч нашел, что ли? Наша красавица. Я Щакларден. Я Джин Сакай. Ой, Джин Сакай. Внук великого лорда Шимура. Я не трус. Да, блядь, да... Тебя ведь, брат, трус демей, балакаем, блядь. Но контроль у тебя немножечко... Я тренируюсь. С оружием отца. Меч клана Сакая, блядь. Спас жизни. И заканчивал войны, блядь. Кем соқты, блядь? Бірсі Я научу тебя защищаться. Я знаю, как сражаться. Я мастер лезвия, блядь.
Но сначала ты должен научиться контролировать свои эмоции. できます。おじい Это я могу, дядя. Покажи мне. Try to strike me. Так, quick attack, heavy attack, hold to... Альхат? Опять новая игра для запоминаний, блядь. Блокничай. Попробуй меня ударить, блядь. Что за бовайны сразу закололи, захлорили. Кутаңман семья тахтан. Югай, ну сіз попросили ведь бовайны. Азырақ бош беуларға керек бейтінде яшей кет, нахуй. Мемит хорт көнді. Так, Люрхим, блядь, strike first. Стекем, блядь. Restart from last checkpoint, енді, блядь. В кои-то веки прослушал пиздеж. Молодец. Если будешь так сражаться... 不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る I will defend. Так, strike first, блядь. Ну, Лурхим. He's big, but I'm quicker. 間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい敵がいかに策を巡らせ Самурай всегда должен сражаться с терпением и дисциплиной. Даже когда его враг алярся. Я помню, дядя. Уфалахай. Покажи мне, Жин. Азер меня по-самурайски, блядь. Ты земляк, блядь, слушай. 攻撃で防御を崩し素早く打ち込め A heavy attack will unbalance your foe. А, вот. Сначала... Хоп, и альхат. Хоп, альхат. Хоп, альхат. Так, heavy attack will unbalance, follow with quick... Малайманы, блядь. А, тэп, вот так, наверное. Угу. Блять, бовайны просто. Бовайды винду обзин. Тихо, тихо, Джин Дегендер, блядь. Жетер, жетер, малакай. しましたね。しておらん太刀であったらわしは死んでおった 嘘です。お前に嘘をつくものかよし次はわしの攻めを防いでみよう手心を期するでないぞ Угу. 防いだな Блять. 構えだよし Ебешь, блядь? А ебу, блядь. 疲れた。休みませんか。 Я устал, можно сделать перерыв? Мы еще не закончили, блядь. よし Это ваше здоровье. Это восстановление, дорогие. では受け流しを教えよわしの動きをしかと見ている打ち込まれたらすかさず防げ L1 late to parry, ну-ка. の構えは見飽きたぞ覚えが早いぞ Угу. Ой, 上達しておるな良い хорошая форма, Джин. 休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いておらんそれでは Ролики не пропускаются, кстати. Dodge Spare. Угу. Блять, манда, биграк. Биграк погружение Зурикам все-таки. Тухтав турав, бавай, не протни меня нахуй. どうだいかなる武具も
いかなる兵も Ладно, я даже предполагал, что, типа, посмотреть Цушиму за полчаса тоже, ну, не удастся.わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本撃った方が有名を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ。Блять, бабай, жинесың быть нахуй. Есть, бабай на жиндык, блядь. Со счетом 5-4. Прежде чем Багуши. あと一つだけと。У меня есть последний вопрос. 代々当家の武士は規律を守ってきた。 Поколениями наша семья жила кодексом. Скажи мне, Вертиус, который является верность лорду, контроль эмоций, контроль над эмоциями и, ты знаешь, это честь. 勇猛に戦い、堺の家を守ることです。 Чтобы сражаться храбро тудым-сюдым. の言葉であろう。 Это слова твоего отца. にとっての誉れ。 Что для тебя означает честь? それは Я думаю, 民を守ること。 защищать людей. 己を守れぬ者らを。 Тех, кто не может самостоятельно сражаться. У тебя хорошее сердце. だが、Но сначала 主に仕えながら мы должны показать всем, что ты служишь с мужеством и с самоконтролем. 行うは形だ。 Ты же сказал, что это просто. Это никогда не просто, Джин. 日々苦心しておる。しかし Я сражаюсь с этим, я борюсь с этим каждый день. 民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。 Вот что означает честь. Интересная, конечно, боевка тоже, типа, и одновременно и вроде какая-то новая, и несложная, и, ну, и не какая-то простая вроде бы, хотя хер его знает. Блять! Хорошо, ты нашел свой меч. 馬屋にいるかも。来て。 Блять, ну Цусимана придется покупать, а не да. Вы подняли тревогу, блядь. Я бы монгольчик на Кираган берег-то нахуй. Блять. Он ды... 馬屋にいるかも。来て。 Это фотокамера, что ли, блядь? Блядь, что случилось, нахуй? Эх, не успел скрин сделать. Ладно, хер с ними. Перекинуть сохранение этого нет. Enter Legends Mode. Дисплей. Где там Куросава Mode? Ну, обзывали. Если я хочу посмотреть, что за Куросава Mode и канал. Ну, иди почти, блядь. Сойлнама сыккенерсек я, блядь. Очень некачественный звук, Эйлен. Звук очень некачественный, Эйлен, да. Что за Legends Mode самого, блин? Хер его знает, ладно. Ладно, тоже пока рановато до Рендамандака РГ. Не знаю, что это за режим, в общем. Ладно, тащай их. Так.
Нихуя себе там задержка, кстати, приличная набралась. Так. Музыка появилась там, интересно? Нет вообще? Нихуя себе там задержка, кстати, приличная. Или ёкнула музыка. Или прибавить, наверное, ее надо. Ладно, в общем, надеюсь, музыка есть, может, ее нет. Ладно, пока пробно ведь туда все. Ну, в общем, Дуслар, спасибо всем за стрим, за компанию. С плюсом шунды халяринде. Плюс БТ 13 числа. Я не знаю, если у вас есть желание за 2 дня, может, еще что-то посмотреть. Можем посмотреть ДНД. Demon Souls, не знаю, но я в любом случае Demon Souls хочу купить для себя на диске, поэтому тоже, не знаю, хочется тоже прохождение его сделать, потому что Demon Souls хороший, и, мне кажется, из серии Souls самый красивый. Под конец маленький обзор, Дуслар. Вот, в общем, спасибо еще раз всем за стрим, за компанию. Сізге тыныш шоколар, завтра, если кто-то идет на работу. Хорошего рабочего дня, музыка бармен, да. Demon Souls хороший, и, мне кажется, из серии... Нет, музыки все равно нет, по-моему. Или Пармал. Ну-ка. Нет, по-моему, я не понимаю, почему, но музыки на стриме, по-моему, нету. Ну-ка. А, нет, есть же фоном есть. Фоном есть. Вот, поэтому, если кому-то завтра на работу, завтра хорошего рабочего дня, не знаю, когда будет следующий стрим, не знаю, что там сделать, либо Beast Inside, наверное, если будет. Тот тематический стрим, который я хотел, тоже пока не знаю, когда его сделать, тоже, брат, момент какой-нибудь будет, потому что там, ну, тоже не буду говорить, но там 3 игры по одной теме, вот, на разных консолях, поэтому... тоже не знаю, как это пройдет и когда будет момент. Шел, Дуслар. Вот. А может, внезапно будет какой-нибудь стрим, ночной вообще, не в тему. Может, вообще Ляр Сатурн, да, может, на PlayStation 2. Я шучу, PlayStation 2 был массовым, но тем не менее. Вот, поэтому либо Last of Us, либо Beast Inside, либо, может, вообще что-нибудь другое еще, какая-нибудь тематическая. А так, Дуслар, спасибо за компанию. Всем доброй ночи. Хорошего настроения там, тудым-сюдым. Завтра, если кто-то работает, хорошего рабочего дня. Спасибо всем, кто смотрел видео в записи. Все, Дуслар, ты на Шохолар. Всем пока, Дуслар. Now I know relationships my enemy, so stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, 'cause you're upset with me. I'm warning you, 'cause all the nights you slept alone, drying your arms, and all the nights you thought about taking your life. 'Cause if it's love you want again, don't waste your time. But if you call me up, I'm fucking you on side. I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you. I don't wanna hurt you.